Когда правда становится опасной, тишина перестает быть спасением. Вы слушаете аудиопьесу «Свободная» от Глен Элби, первую книгу серии романов Александра Захарова «Когда затихает эхо». Это история о девочках, которых пытались сломать, стереть, переписать. О месте, где послушание важнее жизни, а память — преступление. И о выборе, который начинается с одного шага в туман. Глава 1. Решение отца. Доктор Джон Ватсон сидел в своем глубоком кожаном кресле, но не находил покоя. Монотонный стук дождя по стеклу лишь усиливал глубокую тишину в кабинете. За окном сумерки медленно поглощали Риджент-стрит, превращая проезжающие кэбы в размытые тени, похожие на призраков. Уже несколько недель этот город, который он когда-то любил за его упорядоченный хаос, казался ему враждебным, полным невидимых угроз. Он чувствовал это так же ясно, как чувствовал бы приближение сепсиса у пациента. По неуловимым признакам, по общей атмосфере лихорадочного напряжения. Перед ним на тяжелом дубовом столе, рядом со стопкой медицинских журналов, лежало то, что лишило его сна. 3 анонимных письма. Бумага была дешевой, газетной, буквы грубо вырезанными из разных изданий. Первая появилась месяц назад. Деятельность вашей покойной жены не забыта, у нее остались долги. Он сжег его в камине, наблюдая, как пламя пожирает уродливые буквы, и списал все на бред сумасшедшего. Второе пришло через неделю, подсунутое под дверь. Наследие Мэри Уатсон опасно, особенно для ее дочери. Холодная волна беспокойства пронзила его грудь. Он перечитал его десятки раз, пытаясь найти хоть какой-то смысл, хоть какую-то зацепку. 3-е письмо, полученное сегодня утром, было приговором, который не оставлял места для сомнений. Мы знаем, где она гуляет после школы. Девочкам с такими глазами, как у Мэри, не стоит ходить в одиночестве. Иногда он ловил себя на мысли, что тревога — это не крик, а тишина. Когда волнуешься за себя, кричишь. Когда волнуешься за ребенка, молчишь. Потому что любое слово может стать последним, которое она услышит. Глаза. Зеленые, пронзительные, полные той же неукротимой пытливости, что была у его покойной жены. Лиззи! Его Лиззи! Сердце сжалось от ледяного укола смятения. Это была уже не абстрактная угроза. Это было прямое, точное указание. Они следят за ней. Он встал и подошел к камину, где над полкой висел портрет Мэри, написанный маслом за год до ее смерти. Смерть не ушла. Она просто научилась ходить без шагов. В каждом взгляде дочери он видел отголосок Мэри, и потому не знал, кого теряет теперь, жену или ребенка. Она была блестящим ученым, химиком, чья страсть к изучению редких растений и их влияние на нервную систему граничила содержимостью. Ватсон, как хирург, человек точной материальной науки, уважал ее работу, но никогда до конца не понимал ее специфики. Она говорила об успокоении встревоженных умов, о новом седативном средстве на основе растительных алкалоидов. И для него это звучало как благородная научная цель, пусть и немного расплывчатая.
Он и представить не мог, что за этим фасадом скрывается бездна. После ее внезапной скоротечной смерти от скарлатины 6 лет назад он был раздавлен горем. Он принял официальный диагноз, потому что любая другая мысль была бы невыносимой. Он запер ее небольшую домашнюю лабораторию, сложил ее научные записи в ящике, закрыл эту дверь, оставив все как есть. Он не хотел бередить рану. Теперь он понимал, это была его главная ошибка. Прошлое не исчезло, оно просто ждало своего часа. Тяжелый стук в дверь заставил его вздрогнуть. «Сэр, к вам профессор Блэквуд». Ватсон на мгновение прикрыл глаза. Алистер Блэквуд-старший, старый друг, коллега Мэри, и эта мысль неизбежно вызвала в памяти образ его сына, Алистера-младшего. Отец и сын — два полюса одной науки. Элистер — прагматик до мозга костей, для которого результат всегда оправдывал средства, и Элистер — молодой идеалист, постоянно твердивший об этике и губительном пути исследования отца. Впрочем, сейчас ему нужен был именно старший Блэквуд, респектабельный профессор ботаники с безупречной репутацией, человек, которому он доверял. Возможно, единственный человек в Лондоне, с кем он мог бы обсудить это. Проси, Джеймс. Профессор Блэквуд вошел в кабинет. Высокий, седовласый, с ухоженной бородой и глазами, в которых светился острый ум. Он всегда выглядел спокойным и основательным, как старый дуб. «Джон, дорогой мой, прости за поздний визит. Я получил твою записку. Ты звучал обеспокоенно». Вотсон молча указал ему на письма, лежащие на столе. Блэквуд надел пенсне и внимательно, неторопливо прочел каждое. Его лицо становилось все более серьезным. Он долго молчал, постукивая пальцами по столу. «Мерзавцы! Это шантажисты, Джон. Или что-то похуже. Они знают о последних неопубликованных работах Мэри и думают, что смогут на этом нажиться». Но что им нужно? Ее исследования были законными. Она работала над успокоительным. Для нас с тобой да, но для желтой прессы... Представь заголовки. Жена известного хирурга создавала препараты, влияющие на разум. Они раздуют скандал, смешают правду с грязной ложью, и Лизи, она окажется в самом его центре. Ее имя будут полоскать на каждом углу. Блэквуд подошел к Ватсону и положил руку ему на плечо. Его прикосновение было дружеским, но тяжелым. Джон, я много думал с тех пор, как ты упомянул о первом письме. В этой ситуации есть только одно правильное решение. Девочку нужно на время уберечь. Отправить туда, где ее никто не найдет. В место с безупречной репутацией, абсолютно закрытое и безопасное. Но куда? Все школы в Лондоне на виду. Любой может узнать, где она учится. «Я знаю такое место. Пансион Сент-Агата. Он никак не связан с нашими с Мэри старыми исследованиями. Это совершенно другое учреждение. Он финансируется одним из старейших аристократических фондов. Там железная дисциплина и лучшие рекомендации. Я лично за него ручаюсь, Джон. Его возглавляет мисс Грин, женщина старой закалки с безупречной репутацией. Там ее никто не тронет.
Это будет ее крепость, пока мы с тобой здесь, в Лондоне, не разберемся с этими негодяями. Ватсон кивнул, но внутри все воспротивилось. Врач в нем понимал, нельзя лечить боль изоляцией. Но отец в нем уже сдался. Для Ватсона, измученного опасениями и бессонницей, это прозвучало как спасение. Мысль о том, что его дочь будет в безопасности, под защитой человека, которого он знал и уважал, была единственным светом в этом туннеле. Он не знал, что Сент-Агата — это всего лишь приемный пункт, филиал того самого шотландского проекта, который погубил его жену. Он не знал, что старый друг ведет его прямо в ловушку. — Хорошо, я согласен. Я поговорю с Лизи завтра. Он из любви и величайшей тревоги сам отдал дочь в руки тех, от кого пытался ее защитить. Когда Блеквуд ушел, Вотсон еще долго стоял у окна, глядя на мокрые блестящие улицы. Дождь прекратился, но дымка стала еще гуще. И в этом мареве ему чудились тени прошлого, которые теперь неотступно будут преследовать его дочь. Глава 2. Разговор и прощание. На следующее утро, после визита профессора Блэквуда, завтрак в доме Ватсонов прошел в оцепенелом гулком безмолвии. Лиззи с ее обостренной наблюдательностью сразу почувствовала перемену. Отец был не просто задумчив, он был отстранен, словно находился за невидимой, звуконепроницаемой стеной. Он механически намазывал масло на тост, но его взгляд был устремлен в пустоту. Он даже не читал газету, что было для него равносильно лихорадке. Иногда тишина между близкими звучит острее любого скандала. Лиззи не знала, что это молчание — способ взрослого человека просить прощения, не имея сил признаться: «Я в растерянности». «Папа, что-то случилось? Ты не притронулся к чаю, он остыл». Доктор Ватсон медленно опустил нож. Он поднял глаза на дочь, и в них была такая смесь боли, любви и вины, что у Лиззи на мгновение перехватило дыхание. «Нам нужно поговорить, Лиззи. Пожалуйста, пройдем в мой кабинет». Они перешли в его кабинет. Запах кожи, старых книг и антисептика сегодня казался удушливым. Отец сел в свое кресло, а ее усадил напротив. «Лиззи, я принял решение. Тебе нужно на время уехать из Лондона. Я нашел для тебя очень хороший, очень безопасный пансион. Сент-Агата». Слова «хороший» и «безопасный» прозвучали в его устах так искусственно, что Лиззи сразу почувствовала их ложный вес. «Уехать? Ну, почему? Я что-то сделала не так?» «Нет, моя девочка, что ты? Ты ни в чем не виновата. Дело во мне. В некоторых делах из прошлого». «В каких делах? Что происходит, пап?» «Лондон на какое-то время станет небезопасным местом, и я не могу рисковать тобой». «Это связано с мамой?» «Отчасти. Это сложно, Лиззи. Пожалуйста, просто доверься мне. Это временно». «Довериться? Папа, мне 14 лет. Ты хочешь выслать меня из дома, ничего не объяснив? Я имею право знать. Кто-то угрожает нам?» «Лиззи, прекрати. Прости. Послушай, это касается исследований твоей матери. Были угрозы. Я сам не до конца все понимаю, но я знаю, угрозы реальны,
и они направлены на тебя. Отправить тебя в закрытый пансион — это единственный способ обеспечить твою безопасность. Она смотрела на своего отца и видела напуганного человека, который пытается спрятать ее, вместо того, чтобы бороться вместе. А ты? Ты останешься здесь, в небезопасном Лондоне? Я должен все выяснить. А я должна сидеть в клетке, как канарейка, и ждать? Я думала, мы команда. Мы и есть команда. Именно поэтому ты должна мне помочь. И сделать то, что я прошу, пожалуйста, Лиззи. Ради меня. Ради памяти мамы. Пожалуйста, Лиззи. Последние слова сломили ее сопротивление. Она опустила голову, пряча слезы. Она подчинилась. Не потому, что поверила, а потому, что поняла, спорить с его страхом бесполезно. Он принял решение. Тягостное оцепенение повисло в кабинете. Лиззи сидела, сжав кулаки, чувствуя горькую смесь обиды и бессилия. Она проиграла. Проиграла не в споре, а в столкновении с его непреклонной отцовской властью. Он не слышал ее аргументов, он слышал только собственное беспокойство. И это беспокойство возвело стену непонимания между ними. Впервые в жизни она почувствовала себя по-настоящему одинокой, непонятой самым близким человеком. Хорошо, я поеду. Она встала и вышла из кабинета, не оглянувшись. Каждый шаг по знакомому коридору отдавался в сердце болью. Это был не просто уход в свою комнату, это был уход в глухое внутреннее изгнание. Сборы были медленными и сосредоточенными. Она достала чемодан и начала механически складывать в него вещи. Каждое платье, каждая книга казались частью прошлой жизни, которую у нее отбирали. Вот том стихов Китса, который они читали вместе с отцом холодными вечерами. Она положила его в чемодан. А вот сборник рассказов Эдгара По. Она отложила его в сторону. Слишком больно. Она чувствовала себя преданной. Отец вошел в ее комнату. Он молча наблюдал за ее сборами, и в его молчании было больше обреченного отчаяния, чем в любых словах. Он протянул ей небольшую бархатную коробочку. Это оставила для тебя твоя мать. Лиззи открыла коробочку. Внутри, на подушечке из увядшего шелка, лежал серебряный медальон. Этот жест, эта попытка примирения после их ссоры растопил лед, но не убрал боль в ее сердце. Она молча застегнула цепочку на шее. Это было не просто подарок, это было вынужденное перемирие. Она вдруг поняла. Память не то, что хранят в вещах. Память то, что остается, даже когда хочется забыть. Всю ночь она не спала, лежа в темноте и слушая скрип старых балок дома. Каждое воспоминание, каждый запах казался теперь болезненно острым. Это было прощание не с домом, а с ее прежней, наивной жизнью. Но отчаяния уже не было. Его место заняла холодная, твердая ясность намерения. Дождь в то утро казался слишком ровным, почти примирительным для прощания. Промозглый лондонский мрак окутывал улицы. Экипаж ждал у дома. Прощание на крыльце было скомканным и пронзительным. Ватсон крепко обнял дочь. — Будь умницей, Лиззи, слушайся наставниц и пиши мне,
каждую неделю. Я буду, папа. Она села в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Последнее, что она увидела, это фигура отца на крыльце. Он не махал ей рукой. Он просто смотрел, как экипаж растворяется в серой влажной дымке, увозя единственное, что было ему дорого, в место, которое он считал спасением, не зная, что отправляет ее в самое сердце тьмы. Глава 3. Стены Сент-Агаты. Экипаж свернул с Блумсбери-стрит, и дымка, казалось, стала еще гуще, превратившись в вязкое молочное марево, которое глушило звуки и стирало очертания зданий. Лиззи прижалась лбом к холодному влажному стеклу, вглядываясь в тусклую пустоту. Отец сказал, что пансион находится в приличном районе, но эти улицы выглядели заброшенными, неуютными. Внезапно из пелены, словно призрачный остов корабля, выступили колоссальные железные ворота. За ними в свинцовой дымке возвышался пансион Сент-Агата. Огромное здание с его шпилями и увитыми плющом стенами напоминало не школу, а заброшенный готический собор. Оно давило не размерами, а своей атмосферой, холодной, замкнутой, будто само это место не желало гостей и хранило внутри тяжелую вековую тайну. Лиззи невольно поежилась, хотя в карете было тепло. Иногда дом пугает не потому, что он тих, а потому, что в нем слишком много молчания. В таком молчании всегда кто-то слушает. Дождь, до этого лишь моросивший, теперь полил с новой силой. Кучер, закутанный в непромокаемый плащ, открыл дверцу. «Приехали, мисс». Подол платья Лиззи мгновенно намок, а волосы прилипли к вискам. Пока она выходила, скрип ворот прорезал воздух, как лезвие ножа. Резкий, несмазанный, враждебный. Этот звук был первым приветствием пансиона. Внезапно девочка почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она подняла голову. Десятки узких высоких окон были похожи на прищуренные, наблюдающие глаза, которые следили за каждым ее шагом. Это было иррациональное, детское чувство, но оно было настолько сильным, что Лиззи захотелось спрятаться обратно в карету. Гравий заскрипел под сапожками, когда она пошла по аллее к главному входу. Аккуратные, идеально подстриженные кусты по краям казались нарочито вычурными, словно природа здесь тоже была подчинена строгой, безжизненной дисциплине. Каменные горгульи на фасаде коварно усмехались. Их искривленные лица, казалось, шептали «Добро пожаловать в клетку!». И Лиззи подумала, а ведь у этого места есть зубы. Внутри пахло мебельной полировкой, въевшейся сыростью и старой бумагой. Вестибюль утопал в полумраке, тяжелые бархатные портьеры на окнах сдерживали и без того слабый пепельный дневной свет. Пожилая горничная с абсолютно бесстрастным каменным лицом встретила Лиззи и, не проронив ни слова, повела ее по широкой лестнице на второй этаж. Ее шаги были почти беззвучны на толстом ковре. Лиззи слышала только громкий, неровный стук собственного сердца. Там, в кабинете, с высоким теряющимся во тьме потолком, за массивным дубовым столом,
восседала мисс Эвелина Грин. Высокая женщина с ледяным взглядом и осанкой, достойной генерала, пристально изучала Лиззи, словно решала, поддается ли этот новый материал обработке. «Мисс Ватсон, добро пожаловать в пансион Сент-Агата. Надеюсь, вы готовы стать достойной воспитанницей нашего заведения». При упоминании фамилии ее тон едва заметно изменился, а в стальных глазах мелькнула искра. Не злобы, но острого личного интереса. Словно эта фамилия была для нее не пустым звуком, а старым, незакрытым счетом. Она не знала, что тяжелее — строгие глаза мисс Грин или то, что в них не было ненависти. Только холодный, расчетливый интерес. Люди, у которых нет ненависти, а есть лишь интерес, самые опасные. Правила здесь просты. Подъем в 6 утра. Молитва. Завтрак. Английская литература, французский, математика, история, этикет. После обеда музыка, рукоделие, изобразительное искусство. Вечером общая молитва. Отбой в 9. Нарушения не допускаются и строго наказываются. Вам ясно? Да, мэм. Горничная сопроводила ее в спальню, крошечную комнату с 2 узкими кроватями и потертым ковром. В одной из них, скрестив ноги под себя, сидела девочка, бледная, с большими встревоженными глазами и длинными темными косами. Я Аннабелли? Когда она подняла руку, чтобы пожать Лизе ладонь, под рукавом ее платья мелькнул свежий лиловый синяк, который она тут же поспешно прикрыла. Добро пожаловать. Когда кто-то шепчет «добро пожаловать» с дрожью, это не приветствие, это предупреждение. В ее взгляде Лиззи увидела не просто тревогу, а немую, мучительную, отчаянную просьбу о соучастии. Позже, в одиночестве, раскладывая свои немногие вещи, Лиззи достала фотографию отца и спрятала ее под подушку. Сердце болезненно сжалось. Теперь она понимала. Он отправил ее сюда не ради уроков этикета. Он пытался ее спрятать, но, кажется, отправил прямо в пасть к волку. Ночь накрыла Сент-Агату, как тяжелое сырое покрывало. В коридоре раздались чьи-то шаги. Где-то далеко скрипнула дверь. Ветер выл за окнами, и в этом завывании слышалось что-то большее, чем просто непогода. Я буду сильной, мама. Я все узнаю. Обещаю. Она еще не знала, что сила — это не упрямство и не смелость. Это умение идти вперед, когда даже надежда отвернулась от тебя. А за стенами ее новой обители, за строгими молитвами и правилами затаились чужие, голодные секреты. Пансион Сент-Агата ждал не как дом, а как лабиринт, из которого, возможно, не было выхода. Глава 4. Первые дни и наблюдения. Тяжелая дубовая дверь класса математики скрипнула, когда Лиззи переступила порог. 20 пар глаз одновременно повернулись в ее сторону, и девочка ощутила, как кожа будто отозвалась на взгляд множества глаз, тонким неприятным покалыванием, как от внезапного сквозняка. Бывает, что взгляд чужих
тяжелее удара. Когда на тебя смотрят 20 человек, кажется, что ты уже вынесен на суд, и даже не знаешь, в чем твоя вина. Ряды парт, выстроенные с хирургической точностью, были заполнены ученицами в одинаковых тусклых платьях с туго крахмаленными белыми воротничками. Их спины были неестественно прямыми, словно к позвоночнику каждой была прикреплена невидимая стальная спица. В этот момент ей показалось, будто она оказалась в театре марионеток, где все куклы уже заучили свои роли, а она — опоздавшая зрительница, которую внезапно вытолкнули на сцену без сценария. Даже воздух здесь казался плотным, как старый пергамент, на котором раз за разом переписывали одни и те же, не подлежащие изменению правила. «Мисс Уотсон!» У доски стояла высокая женщина с заостренным, словно клюв хищной птицы, носом и тонкими, плотно сжатыми губами. Ее темное платье, застегнутое под самым горлом, казалось продолжением строгой атмосферы класса. «Да, мэм». «Я мисс Блэкторн. Займите свободное место у окна, рядом с мисс Ли». Лиззи направилась к указанной парте, где сидела худенькая Аннабель. Та едва заметно подвинулась, освобождая место, и прежде чем Лиззи успела сесть, украдкой промокнула глаза кружевным платочком. Лиззи опустилась на жесткую скамью, стараясь не выдать растерянности. Девочки вокруг снова обратились в каменное изваяние. Ни взгляда, ни вздоха. Беззвучие нарушал лишь скрип перьев по бумаге и легкий запах промокшей шерсти, мела и чего-то неуловимо сдержанного, как будто весь класс не решался дышать слишком громко. На доске аккуратным почерком были выведены сложные уравнения, но Лиззи не могла сосредоточиться на цифрах. Ее внимание привлекла гнетущая тишина, которая не была покоящей. Это была тишина подавленности. Порой тишина бывает доброй, когда в ней можно спрятаться. Но эта тишина была как камень. Ее не спрячешь, она сама давит. Может, потому что здесь все привыкли молчать не из смирения, а из немоты. Мисс Блэкторн начала урок, ее голос звучал монотонно, словно мерный ход старинных часов. Лиззи открыла тетрадь и сделала вид, что записывает, но краем глаза следила за соседкой. Аннабель постоянно теребила воротничок платья, будто он ее душил. А когда мисс Блэкторн проходила мимо их парты, девочка вздрагивала так, словно ожидала удара. Лиззи почувствовала, как в груди сжалось что-то холодное. Она вспомнила, как однажды отец говорил ей, что самые страшные раны не те, что на коже. Есть взгляды, от которых хочется спрятаться сильнее, чем от кулака, — сказал он тогда, рассматривая какую-то газетную вырезку. Лиззи вдруг подумала, что это место полно таких взглядов. Временами в каждом закрытом мире есть своя королева, и чем безупречнее ее фасад, тем глубже яд под ним. В дальнем ряду сидела белокурая девушка, державшаяся особенно прямо. Ее золотистые локоны были уложены в безупречную прическу, а на воротничке поблескивала маленькая брошь в виде пчелы. Единственное украшение, которое Лиззи заметила среди пепельной униформы. Девушка поймала взгляд Лиззи и едва заметно усмехнулась, отчего по спине пробежал неприятный холодок. Улыбка была без намека на радость.
Скорее, она напоминала тонкую трещину на фарфоре, изящную, но предвещающую разрушение. Мисс Уотсон, раз вы так внимательно изучаете убранство класса вместо доски, возможно, вам удастся решить это уравнение для нас. Все взгляды снова устремились на Лиззи. Щеки вспыхнули, а руки вдруг стали ледяными. Это была явная провокация, наказание за невнимательность. Она поднялась и подошла к доске. Пальцы дрожали, когда она взяла мел, но годы дополнительных занятий с отцом, который считал математику лучшей гимнастикой для ума, не прошли даром. Она быстро решила задачу, стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд учительницы. Она чувствовала, как внутри просыпается что-то непокорное. Она делала это не ради похвалы, ради собственного достоинства. И с каждой цифрой, выведенной на доске, она словно возвращала себе часть отнятой у нее опоры. Случается, что неловкость не мешает быть решительным. Главное, не позволить ей сжать тебя до состояния немоты. Садитесь. В следующий раз я ожидаю большего внимания к уроку и меньшего к внешним наблюдениям. Вернувшись на место, Лиззи заметила, как Аннабель украдкой показала ей большой палец, спрятав руку под партой. Это был первый дружелюбный жест, который она увидела в пансионе. Маленький знак, но в этой и ледяной атмосфере он значил многое, как огонек свечи в темном подвале. Лиззи сжала губы и, пусть незаметно для других, но кивнула в ответ. Трагическая истина в том, что дружба начинается не с общих слов, а с общего напряжения. И это напряжение делает людей ближе, чем любая откровенность. Глава 5. Огонь и туман. Ночь перед рассветом была слишком тихой, такой тишиной, которая не дает уснуть, потому что за ней непременно скрывается что-то чужое, напряженное, шаткое. Лиззи лежала на узкой койке, уставившись в потолок, и слушала, как дыхание Аннабель то убывает, то становится прерывистым. Ее подруга давно уже не спала спокойно. Сон приходил к ней с усилием, а забирался тяжело, оставляя после себя ощущение тревоги, как мокрое полотенце на груди. В комнате пахло травяным настоем. Слишком уж насыщенно пахло, терпко, обволакивающе, как будто кто-то увеличил дозировку. Этот запах Лиззи теперь ненавидела. Когда-то она воспринимала его как обычный ритуал перед сном, но теперь не могла отделаться от ощущения, что в этой горечи есть что-то неестественное. Она впервые заметила это пару недель назад, когда, допив чай, почувствовала внезапную слабость в ногах и едва не уснула прямо на лестнице. Тогда она списала это на усталость. Сейчас уже нет. Она тихо поднялась, подойдя ближе к Аннабель. Ты не спишь? Не получается. У меня все внутри дрожит, как будто что-то ждет. Лиззи сжала губы. Она тоже это ощущала. Они давно уже научились понимать друг друга полушепотом, жестом, легким движением глаз. Их связало не просто соседство в комнате и общие уроки. Когда-то, в первую же неделю после поступления, их по ошибке или намеренно заперли в маленькой подсобке, узком помещении, заваленном старыми швабрами и коробками с растворами для полов. Там было темно и пахло металлом. Аннабель тогда тихо заплакала, не от страха, а от чувства беспомощности. И Лиззи, не зная почему, просто взяла ее за руку. Они провели там 40 минут, прежде чем их выпустили. После этого стало ясно. Иногда достаточно одной темноты на двоих,
чтобы чужие становятся почти родными. Сегодня эта связка держала их обе на плаву. Лиззи открыла дверь и вышла в коридор. Слабая лампа в металлическом абажуре дрожала, отбрасывая тонкие рваные тени на стены. Коридор был пуст, словно вымерший. Лизе всегда казалось, что ночи в пансионе длиннее обычных, словно кто-то растягивал время, чтобы оно не давало детям покоя. У окна стояла Клара. Она выглядела так, будто не сдвинулась с места уже час. Лунный свет серебрил ее волосы, а лицо было спокойным, но не расслабленным, застывшим, как у статуи, сделанной из обиды и воспоминаний. «Закрывай дверь. Ночь длинная, никто не должен слышать». Лиззи кивнула, хотя Клара не смотрела на нее. Они с Кларой никогда не были подругами, не в обычном смысле этого слова, но между ними было странное, невзламываемое понимание. Не дружба, но осторожное «я понимаю, что ты тоже видишь больше, чем другие». Сегодня это было важнее дружбы. Из комнаты вышла Аннабель, бледная, кутающаяся в халат. Она прислонилась к стене, пытаясь удержать равновесие. Туман сна держал ее словно за лодыжки. Клара повернулась к ним. Завтра ее заберут. Ты это знаешь? Знаю. Клара долго смотрела на Аннабель, будто оценивая, сколько в ней осталось сил. Ты видела Элеонору? Лиззи кивнула. Да, девочку, которая когда-то смеялась, которая вернулась из медицинского крыла совершенно другой, пустой, выхолощенной. Я не позволю им сделать это с Аннабель. Клара медленно втянула воздух. Ты не понимаешь, это место не останавливается. Оно... Я понимаю, и именно поэтому мы должны действовать сейчас. Клара долго смотрела на нее, взвешивая риски. Затем медленно кивнула. Есть один человек, который ненавидит это место почти так же сильно, как я. Мистер Блэквуд, учитель химии. Он здесь не по своей воле, и он презирает мисс Грин. Говорят, его отец, старый профессор, когда-то связался с пансионом и совершил ошибку. С тех пор сын расплачивается. Если у нас есть шанс, то через него. Лиззи почувствовала, как внутри нее вспыхивает крошечная, едва теплая искра надежды. Он поможет? Он ненавидит это место. Этого достаточно. Но в ее голосе было не только упрямство, было знание. Надежда была призрачной, но она была. И эта хрупкая надежда терзала Лиззи сильнее, чем отчаяние. Она провела остаток ночи, сидя на краю своей кровати, слушая, как часы в коридоре отбивают каждую четверть часа, глухим жестяным звуком, будто кто-то бьет молотком по чужому сердцу. Каждый удар приближал утро, утро, когда все рухнуло. Столовая была наполнена шепотом. Вокруг гремели ложки, звякали чашки, а над всем этим стояла тяжелая, давящая тишина. Такая, что ее невозможно было разбавить даже шумом сотни голосов. Место Аннабель было пустым. Не просто пустым, стерильным. Подушка на ее кровати была идеально выровнена. Одеяло без единой складки, как будто кто-то очень аккуратно пытался стереть сам факт ее присутствия. Лиззи уже видела подобное. После Элеоноры. Шепот подползал к ней со всех сторон. Ее вызвали в медицинское на крыло. специальную процедуру. Сегодня четверг.
Словно эти слова были частью какого-то церемониального ритуала, предвкушения очередной жертвы. У Лизи дрогнуло дыхание. Сегодня ночью мы либо спасем ее, либо потеряем навсегда. Клара сидела в музыкальном классе, словно изваяние. Руки на коленях, спина прямая, глаза направлены куда-то в пол. Перед ней стоял рояль. Треножник нотной стойки отбрасывал на ее платье резкую тень, как трещина. Они забрали Аннабей. Я знаю. Сегодня четверг. Мы идем за ней. Сегодня. Об этом не нужно было спорить. Возражения были лишними. Клара медленно подняла взгляд, и впервые в нем не было ни холодности, ни презрения. Только страх, старый, въевшийся и новый, тот, что появляется, когда у тебя появляется надежда. Мистер Блэквуд, он единственный, кто может помочь. Лиззи вошла в лабораторное крыло с видом примерной ученицы. Она несла тетрадку, аккуратно зажатую в руках, но внутри нее все сжималось, будто сердце превратилось в кулак. Воздух был насыщен запахами спирта, кислот и порошков. Ученицы склонились над колбами, их голоса звучали приглушенно. Блэквуд стоял у демонстрационного стола, высокий, худой, с резкими тенями на скулах. Его темные волосы были слегка взъерошены, как будто он всю ночь не спал. В его взгляде, скользящем по классу, была болезненная сосредоточенность. У отца мистера Блэквуда, старшего профессора биологии, всегда был холодный научный интерес, отвлеченный, точный, безэмоциональный. У младшего наоборот. Его взгляды были короткими, острыми, порой почти болезненными, как у человека, который давно разорвался изнутри между страхом и яростью. Когда он проходил между столами, Лиззи задержала дыхание. Она вложила в его ладонь маленькую записку. Мгновение, и ее пальцы исчезли под его рукой. «Аннабель, помогите. Сегодня». Он не посмотрел на нее, даже не дернулся, просто шел дальше. Лиззи почувствовала, как минуты растягиваются в вечность. И только позже, когда он вернулся к ее столу и наклонился над ее колбой, притворяясь, что проверяет распад реактива, он тихо сказал: «Запомните, мисс Вотсон, аммиак и уксусная кислота. Закрытое помещение в нужных пропорциях будет очень шумно». Он говорил так, будто преподавал урок по технике безопасности. Но Лиззи слышала в этих словах все. Он вернул ей тетрадь. Под обложкой записка. «Северное крыло. Запасной выход. После отбоя. Я обеспечу отвлечение». Почему? Сердце ударило болезненно. Это ловушка, провокация. Он хочет доказательств? Но когда она снова подняла глаза, Блэквуд уже стоял у своего стола. Он смотрел на большую пустую емкость для реактивов, стоявшую под вентиляционной решеткой. Его губы сжались, и он специально громко бросил: «Проклятие! Опять проблемы с проводкой!» Он открыл ящик стола, достал связку проводов и маленький дымовой патрон, тот самый, что используют в опытных демонстрациях. Положил на край стола, двинул чуть ближе к вентиляции, на секунду задержал взгляд. Только для нее. И Лиззи поняла: он не ловушка, он их шанс. Вечер тянулся бесконечно.
молитва, ужин, холодные взгляды наставниц, оцепенение девочек, отбой. Каждый звук усиливал напряжение, растрескивая воздух. И, наконец, коридор погрузился в мертвую тишину. Лиззи вышла из комнаты. Лицо ее было белым, как мел. Клара ждала у лестницы, та же прямая сжатая тень, что и ночью. Они обменялись взглядом, и этого хватило. Сирена взвыла так резко, что, казалось, мурашки побежали по самому воздуху. Вой прорезал замок, заставив дрожать двери и окна. И почти сразу из-под двери лаборатории побежал густой, удушливый дым. Он заполнял коридоры, не обжигая, но заставляя кашлять и щуриться от слез. Блэквуд сделал свое. Началась паника. «Во двор! Все во двор немедленно!» Девочки, босые, в ночных рубашках, выбегали из комнат, спотыкаясь о собственные подолы. Дым густел, сирена выла, пансион трещал по швам. Сейчас! Сейчас! Они рванули в противоположную сторону, к медицинскому крылу. Дверь процедурной была приоткрыта. Аннабель лежала на кушетке, губы бледные, вены на руках едва заметные. Грудь поднималась так тихо, что Лиззи на мгновение подумала, она уже не дышит. На столике рядом шприц с мутной мерцающей жидкостью и папка, толстая, тяжелая, с грифом «Проект Эхо». Испытуемая 12. Слово резануло воздух. Клара ахнула. Лиззи почувствовала, как гнев и страх сплелись внутри нее в одно. Она под седативами. Ее можно разбудить, но медленно. Но они не успели. Дверь ударилась о стену, и внутрь ворвалась пожилая наставница с лицом перекошенным гневом. «Замерли! Немедленно! Вы двое отойдите!» Клара не думала. Она действовала. Сорвала с полки тяжелую стеклянную колбу с формалином и швырнула в угол. Стекло разбилось с грохотом. Едкий запах ударил в нос, заставляя наставницу пригнуться, закрыв лицо руками. Этот миг стал их спасением. «Папку! Папку!» Клара уже схватила ее. Лиззи подхватила Аннабель. Тело было тяжелым, как мешок с песком, но теплым, живым. Мышцы на руках кричали от напряжения, но она не остановилась. Они рванули в коридор. Дым уже заполнил его наполовину, сгущаясь, как туман над болотом. Северное крыло! Они мчались, перепрыгивая через разбросанные вещи, прячась в облаках серого удушливого смрада. За спиной уже слышались шаги, быстро избивчиво и спутанные, с криками наставниц, топотом перепуганных учениц, гулом сирены. Дым стелется полосами, сменяя густые волны легкими просветами, и в этих разрывах мелькали их силуэты, хрупкие, легкие, но упрямые. Лиззи чувствовала каждую мышцу. Руки болели от тяжести Аннабель, ноги ныли от напряжения. В груди пульсировало ощущение, будто воздух стал плотным, почти вязким. Но она не отпускала. Не могла. Если она отпустит, Аннабель уйдет туда же, куда ушла Элеонора. Клара бежала впереди, прижимая к себе толстую папку. Папку, способную изменить все, если они выживут. На страницах могло быть что угодно. Имена, протоколы, результаты процедур,
записи наблюдений за детьми, а может быть, пустое размытое ничего. Но одно было ясно. Мисс Грин боялась этой папки так, как боятся огня, способного обратить все в прах. Северное крыло было почти пустым. Обычно здесь всегда стояла тишина. Сегодня оно превращалось в лабиринт, освещенный вспышками аварийного света, заполненный звуками тревоги. Быстрее! Там лестница! Они спустились по узкой каменной лестнице, по которой никто никогда не ходил. Пыль под ногами взлетала облаками. Где-то в глубине замка грохнули металлические двери. Их закрывали, чтобы локализовать источник дыма. Они знали, локализуют не дым, локализуют их. Где-то далеко за стенами прогремел голос мисс Грин, холодный и резкий, как звонок. Она командовала охранницами, распределяла потоки девочек, направляла усилия. Словно все происходящее было не пожаром, а частью какого-то большого расчета, каждый шаг которого она заранее знала. Но здесь, на окраине северного коридора, голос у нее звучал уже лишь эхом. Наконец, они оказались у двери запасного выхода. Толстая дубовая дверь, укрепленная металлом, обычно запертая. Но сегодня она была приоткрыта, ровно настолько, чтобы можно было протиснуться. Блэквуд сдержал слово. Клара толкнула дверь, и на них сразу хлынул холод ночи. Снаружи царила сырая мгла, густая, молочная, поглощающая свет. Вдалеке слышались крики, звон, кашель. Пансион задыхался собственной паникой. Вперед! Клара развернулась, закрывая за ними дверь. Лиззи не успела заметить, дрогнула ли ее рука. Они оказались снаружи. Стены пансиона еще были видны, но с каждым шагом он растворялся, размытый, теряющий формы. Холодный воздух обжигал горло, мокрая трава прилипала к ногам. Туман скрадывал расстояние, заставляя мир казаться бесконечным. Аннабель стонала тихо-вяло, но дышала. Нам нужно уйти подальше. Если они поймут, что выход открыт, они начнут прочесывать все вокруг. Они поймут. Туман казался союзником. Он укрывал их, прятал шаги, стирал следы, но он же делал и путь опасным. Они шли почти на ощупь, вперед, вперед, туда, где туман становился плотнее. Постепенно пансион исчез полностью. Только тогда они позволили себе остановиться. Лиззи опустилась на колени, укладывая Аннабель на землю. Та заморгала, тихо всхлипнула, осознавая или сон, или реальность. Мы сделали это? Да, мы сделали первый шаг. Клара села рядом, впервые позволив себе хоть немного расслабиться. Она закрыла глаза, подставив лицо сырому ветру. Я все ждала, что что-то пойдет не так, что дверь будет заперта, что нас встретит мисс Грин. Я тоже, но иногда шанс все-таки настоящий. Тишина раздвинулась между ними, не пугающая, не пустая, просто тишина. Аннабель сделала глубокий вдох, уже увереннее. Лиззи коснулась ее лба. Он был горячим, но не так, как раньше. Она пройдет.
Седативный уйдет через несколько часов. Главное, не дать ей снова попасть в руки мисс Грин. И главное... Клара крепче прижала ее к груди. Внутри все? Мы увидим. Но что бы там ни было, теперь это у нас. Папка-проект «Эхо» лежала в руках Клары, тяжелая, словно кирпич. Но теперь она была не орудием пансиона, а оружием против него. Мы должны идти дальше. Туман рассеется, а мы не должны попадаться. Клара встала следом. Аннабель, все еще слабая, оперлась на них обеих. И 3 силуэта медленно растворились в тумане, оставляя позади пылающее тревогой и дымом сердце пансиона. Впереди их ждала долгая дорога. Но теперь, впервые за многие месяцы, дорога принадлежала им. И война тоже. Глава 6. Лондонские тени. Холодный, сырой асфальт обжигал ступни сквозь тонкие подошвы туфель. Они бежали. Бежали, пока хватало дыхания, пока адреналин заглушал боль в ногах и холод, пробирающий до костей. Звуки погони и вой сирен остались позади, поглощенные густой, равнодушной лондонской мглой. Мгла, которая еще вчера казалась Лизе враждебной, теперь стала их единственным укрытием, скрывая 3 маленькие фигурки от всего мира. Они остановились в темном, вонючем переулке где-то в районе доков. Запах гниющей рыбы, угля и стоячей воды был удушающим, но здесь их никто не будет искать. Клара тяжело оперлась о кирпичную стену, пытаясь отдышаться. Ее безупречная прическа растрепалась, а на щеке темнела полоса сажи. Лиззи осторожно опустила Аннабель на землю. Та все еще была в полузабытии, ее тело было обмякшим, а с губ срывались тихие бессвязные стоны. Что теперь? В свете редкого газового фонаря ее лицо казалось изможденным и побледневшим. Вся ее аристократическая броня рассыпалась в прах, оставив напуганную девочку. Порой совесть — это самая неудобная ноша. Потому что, когда ты сбегаешь, ты несешь на себе не только свое тело, но и вину всех тех, кто остался внутри, в этой ловушке. Нам нужно спрятаться, переждать до утра. И нам нужно понять, что это. Она кивнула на толстую папку, которую Клара все еще судорожно прижимала к груди. Они забились в самый темный угол, за груду пустых бочек. Клара раскрыла папку. Внутри были не просто бумаги. Это были официальные бланки аристократического фонда с гербовыми печатями, счета на закупку редких алкалоидов, списки воспитанниц, переведенных в шотландский филиал, и, конечно, медицинские карты. Имена. Десятки имен, напротив многих из которых стояли пометки. Стадия 2. Адаптация успешна. Побочный эффект – кататония. А напротив некоторых – маленький аккуратный крестик. Боже мой, это же протоколы. Они не просто давали нам успокоительное, они систематически тестировали на нас что-то. Лиззи взяла один из листов. Сыворотка «Эхо-7». Цель – подавление волевых центров и усиление восприимчивости к гипнотическому внушению. Методика наиболее эффективна на субъектах с генетической предрасположенностью к повышенной нейронной пластичности. Это было научное, холодно-методичное описание того, как у человека отнимают душу. Она нашла карту
Аннабель. Испытуемая 12, готова к переходу на Эхо-8. Рекомендовано увеличение дозировки для полной коррекции поведенческих отклонений. Они собирались стереть ее. Стереть ту Аннабель, которую они знали. Здесь адрес. Шотландия, Глен Элби. Пометка. Центральная лаборатория и реабилитационный центр. Это ловушка. Адрес, который дал мне отец, который ему дал Блэквуд-старший. Это тот же адрес. Они не собирались меня спасать. Они собирались переправить меня из одного филиала в другой. Изредка самое страшное предательство совершается из лучших побуждений. И осознание того, что любовь обманута, больнее, чем осознание, что ты обманут ненавистью. Осознание этого было как потрясение. Ее отец, ее единственный защитник, был обманут, и она сама шла прямо в пасть к волку. Внезапно в переулке послышались шаги. Девочки замерли, их сердца ухнули вниз. Шаги были медленными, шаркающими. Из пелены появилась сгорбленная фигура старой женщины в поношенном пальто с плетеной корзиной в руках. «Мисс Лиззи?» Лиззи вгляделась. Это была миссис Брикс, старая служанка из прачечной пансиона. Та самая, что всегда украдкой давала ей лишний кусок хлеба и смотрела с немым сочувствием. «Как вы нас нашли?» «Мистер Блэквуд. Мистер Блэквуд. Он сказал, что вы будете здесь. Он велел передать это. И уходить из Лондона. Немедленно. Они будут искать везде». Она достала из корзины сверток. Внутри были несколько монет, буханка хлеба, кусок сыра и 3 поношенных, но чистых платья, одежда обычных горожанок, не привлекающие внимания. «Ваша матушка Мэри, она была хорошей женщиной. Она тоже пыталась выяснить, что они делают с девочками-сиротами, задавала вопросы. А потом она заболела. Я тогда уже знал, что добром это не кончится. Берегите себя, дитя, и отомстите за нее». Старушка сунула им сверток, развернулась и также безмолвно растворилась в тумане, оставив их одних с едой, деньгами и страшным подтверждением их догадок. «Нам нужно на вокзал, на первый утренний поезд, любой, главное на север, подальше отсюда». Мы поедем в Шотландию. Клара и приходящая в себя Аннабель уставились на нее. Ты с ума сошла? Ты же сама сказала, что это ловушка. Да, но там ответы. Там была моя мать. Там центр всего этого. Прятаться бесполезно. Они найдут нас везде. Единственный способ победить — это пойти прямо в логово зверя. Но не как жертва, а как охотник. Случается, что жизнь заканчивается не со смертью. Она заканчивается в тот момент, когда ты выбираешь, кем ты станешь, и отказываешься от прежней слабости. Она смотрела на своих подруг, и в ее зеленых глазах, так похожих на мамина, горел холодный, решительный огонь. В эту сырую, холодную ночь в грязном лондонском переулке испуганная девочка Елизавета Вотсон умерла, и родилась та, кто не будет больше убегать. Глава 7. Вокзал
Кингс-Кросс. Прошло почти 24 часа с момента их побега. Первые лучи тусклого, безрадостного утра просочились сквозь щели в дощатых стенах старого склада. Ночь, проведенная на грязных мешках с запахом пыли и крыс, не принесла отдыха. Каждый скрип, каждый далекий гудок с Темзы заставлял девочек вздрагивать. Лондон перестал быть домом. Он превратился в охотничье угодье, где они были дичью. Временами люди не спят, но и не бодрствуют. Это состояние между светом и тьмой, когда разум уговаривает тело молчать, а тело все еще помнит бегство. Каждый звук казался знаком, что их нашли. Аннабель почти пришла в себя, но оставалась слабой и потрясенной. Последствия седативного препарата и пережитые потрясения сделали ее похожей на фарфоровую куклу с огромными, полными напряжения глазами. Она почти не говорила, лишь крепко держалась за руку Лизи. «Нам нужно идти». Ночь вернула ей часть ее обычной решительности, но теперь в ней не было высокомерия, только холодная, острая необходимость выжить. «У нас есть немного денег и другая одежда. Нужно добраться до вокзала, пока город не проснулся окончательно». Переодевшись в поношенные платья, которые принесла миссис Бриггс, они стали почти невидимыми, слившись с утренней толпой рабочих и торговок. Но это было обманчивое чувство. Лизе казалось, что каждый прохожий, каждый констебль на углу смотрит именно на них. Газетчик на углу выкрикивал заголовки: «Загадочный пожар в пансионе для благородных девиц. Полиция ведет расследование». Сердце ухнуло вниз. Теперь их ищут не только люди мисс Грин, но и полиция. Путь до вокзала Кингс-Кросс превратился в пытку. Грохот омнибусов, крики разносчиков, гудки автомобилей — все это сливалось в оглушительную давящую какофонию. Аннабель шла, спотыкаясь, и Лизи с Кларой практически несли ее на себе, стараясь выглядеть как можно более естественно. Наконец они увидели его. Огромное закопченное здание вокзала, изрыгающее клубы пара и дыма, похожее на гигантское дышащее чудовище. Внутри было еще хуже. Тысячи людей, суета, гул голосов, шипение пара и лязг металла. В этом хаосе было легко затеряться, но также легко попасться. Я куплю билеты? У меня самый уверенный вид. Вы ждите у колонны и не отсвечивайте. Лизи и Аннабель спрятались в тени массивной чугунной колонны, наблюдая, как Клара решительно подходит к кассе. Лизи оглядывала толпу, ее взгляд цеплялся за каждое лицо, ища опасность, и она ее нашла. У газетного киоска стоял мужчина в неприметном котелке. Он не читал газету. Он методично, сектор за сектором, осматривал зал. Это был один из помощников мисс Грин, которого Лизи мельком видела в коридорах пансиона. Все внутри нее застыло, словно кто-то выдернул из нее тепло. Время сузилось до одной точки между его взглядом и ее дыханием. Он их еще не заметил, но это был лишь вопрос времени. Она схватила Аннабель за руку, готовая бежать, но куда? В этот момент Клара возвращалась от кассы, и ее лицо было бледным. «Билеты до Эдинбурга. На ближайший поезд. Он отправляется через 10 минут с третьей платформы. Но...» Она осеклась, заметив направление взгляда Лизи. Она тоже увидела мужчину. «Черт! Он между нами и платформой!» Они оказались в ловушке. Паника сильными тисками сжала горло Лизи. Все напрасно.
Сейчас их схватят. Мужчина начал медленно двигаться в их сторону, его взгляд стал более целенаправленным. И тут случилось нечто странное. Большой воз с багажом, который тащил усатый носильщик, внезапно накренился. Один из огромных сундуков с оглушительным грохотом сорвался и рухнул на пол прямо перед человеком в котелке, рассыпав по всему залу чье-то белье. Раздались крики. Вокруг места происшествия мгновенно образовалась толпа зевак. Носильщик отчаянно жестикулировал и извинялся. Случается, что мир словно открывает для тебя крошечную щель между двумя бедствиями. Она не знала, было ли это чудом или чьей-то волей. Это была их секунда, их шанс. «Бежим!» — скомандовала Лиззи. Они рванулись сквозь образовавшуюся суматоху, проскользнули мимо толпы и выбежали на нужную платформу. Огромный паровоз, пыхтя, уже стоял под парами. Проводник закричал: «Поторапливайтесь, отправляемся!» Запрыгнув в вагон в последний момент, Лиззи обернулась. В толпе у опрокинутого воза она на мгновение увидела знакомую фигуру — мистер Блэквуд. Он смотрел не на них, а на растерянного носильщика, и в его руке была монетка, которую он, видимо, только что дал ему. Он не помахал, не позвал, только взгляд. Взгляд человека, который уже выбрал сторону и расплатился за это ценой полного разоблачения. Дверь вагона захлопнулась. Поезд дернулся и медленно пополз вперед, унося их из Лондона. Лиззи прижалась к окну, глядя, как вокзал, город и вся ее прошлая жизнь растворяются в пелене. Внутри, в потайном кармане, лежала папка. Впереди была Шотландия. Впереди была ловушка, которую они по наивности считали своим единственным шансом на спасение. Но сейчас, в мерном стуке колес, они впервые за последние сутки почувствовали хрупкое, обманчивое подобие безопасности. Глава 8. Вагон номер 7. Стук колес. Мерный, безразличный, он отсчитывал секунды новой жизни. Жизни беглянок. Лиззи сидела, прижавшись лбом к холодному вибрирующему стеклу, и смотрела, как Англия проносится мимо. Зеленые холмы, аккуратные изгороди, каменные фермы. Мирный, упорядоченный пейзаж казался насмешкой чужой, недостижимой реальностью, театральной декорацией, за которой скрывалась их отчаянная, рваная правда. Аннабель спала, свернувшись калачиком на жестком сиденье. Даже во сне она продолжала бежать. Ее ресницы вздрагивали, на лбу выступила испарина, а пальцы судорожно сжимали край старого колючего пледа. Лиззи осторожно поправила его, укрывая ее худенькие плечи. Защитить. Это простое слово стало для нее единственным законом, единственным ориентиром в мире, где все остальные законы были обращены против них. Клара не спала. Она методично, с холодным вниманием хирурга, изучала украденные листы. Ее аристократическая бледность сменилась нездоровым лихорадочным румянцем, а в глазах горел сухой злой огонь. Они все документировали с немецкой педантичностью. Смотри, прошептала Клара, и ее шепот был острее лезвия в душной атмосфере купе. Она подвинула к Лиззи лист. Это была медицинская карта. Испытуемая 7. Элеонора В. Повышенная эмоциональная лобильность. Рекомендовано увеличение дозы эхо-6 для достижения стабильного апатичного состояния.
Читая строки, написанные чужой рукой, Клара словно вновь слышала смех своей подруги, и тот смех теперь звучал как крик, как будто жизнь сама не простила ее за молчание. Элеонора. Она любила стихи и смеялась так, что у нее слезы выступали на глазах. Они назвали это эмоциональной лобильностью и лечили это, пока не убили в ней все живое, стабильное апатичное состояние. Повторила Клара, и ее голос дрогнул, потеряв свою стальную твердость. Лиззи перевела взгляд на другой документ. Отчет об исследовании. И снова эта фамилия, выведенная аккуратным научным почерком. Автор оригинальной методики экстракции алкалоидов из датуры Скоттика М. Уотсон. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Мир сузился до одной чернильной линии. Она смотрела на это имя и не могла решить, это наследие или приговор. Ее мать. Гений ее матери, ее научный азарт — все это стало оружием в руках этих чудовищ. Она невольно сжала на груди кулон. Он казался холодным, чужим, как надгробный камень, как улика в деле о ее собственной семье. Время в поезде текло иначе. Оно было густым и вязким, как сироп. Каждая минута была наполнена ожиданием разоблачения. Они были 3 девочками в поношенных платьях, бегущими на север, преступницами. По закону Его Величества они совершили побег из попечительского учреждения. Они были свидетельницами ужасных деяний. Они украли доказательства. Этого было более чем достаточно, чтобы их искали не просто как заблудших детей, а как опасных беглянок. Скрипнула дверь купе, вошел проводник с цепким взглядом. Его появление было настолько ожидаемым, что от этого стало только тревожнее. Он не спешил. Он окинул их цепким, изучающим взглядом, который, казалось, проникал под кожу. «Билеты!» — произнес проводник, и его голос был ровным, безразличным. Клара молча протянула их. Он взял билеты, но смотрел не на них, а на Лиззи. «Далеко собрались юные леди. В Шотландии сейчас холодно». К родственникам. Нашлась Клара. Проводник хмыкнул. Его взгляд опустился на шею Лиззи. «Красивая вещь», — отметил он, кивнув на медальон. Лиззи инстинктивно прикрыла его рукой. Да. «Ценное должно быть. Такие вещи лучше прятать. В наше время на дорогах небезопасно». Он вернул билеты и вышел, но его слова повисли в воздухе, как дым. Он говорил ровно, но его слова имели вес, будто каждая фраза — это удар ножа, не по телу, а по уверенности. «Он знает», — прошептала Аннабель, которая проснулась и все слышала. Ее глаза были огромными от опасения. «Он не знает, он подозревает», — попыталась возразить Клара, но ее голос звучал неубедительно. «Он видел материнское украшение. Это метка. Они передали мое описание», — подтвердила Лиззи. Она вдруг вспомнила, как мисс Грин в день ее прибытия в пансион бросила на него странный долгий взгляд, словно сверяясь с чем-то в своей памяти. Они не просто знали ее описание, они знали, что искать. Иллюзия безопасности рассыпалась в прах. Они не затерялись в толпе, они были под колпаком с той самой минуты, как сели в поезд. Теперь это была не просто поездка, это была гонка. Через полчаса поезд начал замедлять ход.
Это было странно. За окном не было ни города, ни даже деревни, лишь крошечная затерянная станция, состоящая из одной будки и короткой платформы. «Техническая остановка! 5 минут!» — объявил другой проводник, проходя по коридору. Лиззи припала к окну. Она увидела, как проводник быстро вышел из вагона и направился к станционной будке. Дверь была открыта, и до нее донесся сухой, стрекочущий стук телеграфного аппарата. Она почувствовала, как кожа на затылке сжалась, будто кто-то холодной рукой провел по шее. Это было не предчувствие, это было знание. Беспокойство заставило ее приоткрыть окно. Ледяной воздух ворвался в купе, а вместе с ним обрывки голоса проводника, который диктовал сообщение телеграфисту. Да, Северный экспресс, вагон 7. Объекты на месте. Приметы совпадают. Медальон серебряный с гравировкой. Подтверждает. Готовьте перехват на следующий узловой. Конец. Он отправил телеграмму. Нас ждут. Прошептала Лиззи. Ее лицо было белым, как мел. Поезд тронулся. Но теперь стук колес не убаюкивал. Он звучал, как отсчет времени до катастрофы. Молчание в купе стало оглушающим. Клара сжала кулаки. Аннабель снова заплакала. Тихо, беззвучно. Еще через час, когда за окном сгустились сумерки, поезд снова замедлился. На этот раз он остановился посреди бескрайних унылых полей, вдали от каких-либо признаков цивилизации. Абсолютное беззвучие, нарушаемое лишь стуком дождя, давило на уши. Лиззи выглянула в окно и увидела их. Две неподвижные фигуры в длинных темных плащах стояли у железнодорожной насыпи. Они не двигались, они просто ждали. Сердце Лиззи, казалось, сейчас пробьет ребра. Клара окаменела, сжав в руках документы. Аннабель забилась в угол, закрыв лицо руками. В дверь постучали, не громко, а вежливо, почти деликатно. И от этой вежливости становилось еще жутче. Никто не ответил. Дверь медленно открылась. На пороге стояла мисс Грин. На ее лице была маска скорбного сочувствия. Улыбка Грим была той самой, что бывает у священников перед исповедью. Она уже знала ответ и ждала признания. «Мои заблудшие овечки, наконец-то я вас нашла. Я так волновалась!» Пропела она слащавым голосом. Она вошла, и за ней в купе протиснулись двое мужчин в штатском, тех самых, что ждали у насыпи. Они молча встали у двери, отрезая путь к отступлению. «Вы хоть осознаете, что вы натворили? Побег из попечительского учреждения, кража частных медицинских документов. Я уже не говорю о поджоге, который вы устроили в лаборатории. Вы хоть понимаете, что вас ждет? Суд по делам несовершеннолетних, исправительная колония до вашего совершеннолетия. Ваше имя будет в полицейских архивах. Это клеймо на всю жизнь». Она сделала паузу, давая своим словам впитаться,
отравить их напряжением. Но я здесь, чтобы спасти вас от этого. Я ваша наставница. Мой долг заботиться о вас, даже когда вы совершаете ужасные ошибки. Верните мне бумаги. Вернитесь со мной спокойно, без глупостей, и я все улажу. Я представлю это как нервный срыв, детскую шалость. Никакой полиции, никакой колонии. Вы просто вернетесь к занятиям, и мы все забудем. Это мой вам подарок. Шанс спасти ваше будущее. Это был не выбор. Это был ультиматум. Клара и Аннабель смотрели на Лизе. Их лица выражали смесь ужаса и отчаянной надежды. Но Лиза смотрела в холодные, расчетливые глаза мисс Грин. Она видела не спасительницу, а паука, предлагающего мухе вернуться в паутину. «Нет», — ответила Лизе тихо, но отчетливо. Это «нет» прозвучало тише шороха колес, но будто заставило воздух вокруг остановиться. Она впервые сказала «нет» не человеку, а самой судьбе, которую ей уготовили. «Что ты сказала?» Мы не вернемся и не отдадим вам доказательства. Мы знаем, что вы делаете с девочками. Мы знаем о проекте «Эхо». Маска добродетели рассыпалась в прах. Лицо мисс Грин исказилось от ярости. «Ты, маленькая, глупая девчонка, ты возомнила себя героиней? Ты губишь не только себя, но и своих подруг. Ты ничего не знаешь о своей матери. Она была частью этого. Она создала это». В этот момент поезд резко дернулся и медленно поехал дальше. Мисс Грин вскочила. Ее план был сорван. «Это ничего не меняет. Куда бы вы ни ехали, вы едете прямо ко мне. Мы встретимся в Шотландии. И тогда наш разговор будет совсем другим. И никакого выбора у вас уже не будет». Прошипела она, направляясь к выходу. Она и ее спутники вышли. Поезд набирал скорость, унося их на север, прямо в логово зверя. И теперь они знали, зверь их уже ждет, и он больше не будет притворяться добрым. Глава 9. Северный экспресс. Дверь за мисс Грин закрылась, но ее присутствие, казалось, впиталось в саму обивку купе. В воздухе все еще висел едва уловимый, холодный аромат ее духов, смешанный с запахом озона после короткой, яростной грозы. Поезд набирал скорость, и мерный стук колес больше не успокаивал. Он звучал, как тиканье часового механизма бомбы. После ее ухода в купе осталась тишина, но не та, что приносит покой. Это была тишина, в которой живут только мысли, и каждый из них шепчет одно и то же. А если она права? Безмолвие разорвал сдавленный всхлип. Аннабель, забившаяся в угол, плакала, беззвучно, отчаянно, сотрясаясь всем телом, как подстреленная птица. Клара, бледная, с плотно сжатыми губами, смотрела в темное окно на свое собственное отражение. Ее лицо было похоже на ледяную маску, но в глубине глаз полыхал гнев. А Лизи сидела неподвижно. Она не плакала. Она не злилась. Она чувствовала, как внутри нее что-то обрывается и каменеет. Слова мисс Грин, брошенные с такой жестокой точностью, продолжали звучать у нее в ушах. «Ты ничего не знаешь о своей матери. Она была частью этого. Она
создала это. Она медленно, словно боясь обжечься, коснулась улик, лежавших на сиденье. Там, среди холодных формул и безжалостных отчетов, был почерк ее матери. Аккуратные, уверенные пометки на полях, сделанные красными чернилами. Раньше она видела в них знаки борьбы, попытки разобраться. Теперь же, отравленная ядом сомнения, она видела в них нечто иное. Соучастие? Хладнокровное любопытство ученого, наблюдающего за чудовищным экспериментом? Она смотрела на записи матери и чувствовала, добро и зло разделены не стеной, а тонкой прозрачной кожей. И, может быть, ее мать просто не заметила, когда ее переступила. Эта мысль была физически болезненной, как раскаленный гвоздь, вбитый в самое сердце ее детских воспоминаний. Вся ее миссия, ее обещание, данное в темноте пансиона, строилась на вере в светлый образ матери-жертвы, матери-героини. А если все было не так? Если она, Лиззи, унаследовала не только ее глаза, но и ее грех? Плакать бесполезно. Они выиграли этот бой, но не войну. Нужно думать. Нарушила наступившую тишину Клара. Ее голос был хриплым, но твердым. Она повернулась от окна, и в ее глазах больше не было опасений, только холодная трезвая ярость. Она взяла доказательства. Это наше единственное оружие и наша главная уязвимость. При прибытии нас обыщут с головы до ног. Мы не можем просто спрятать их в чемодане. Лиззи очнулась от своих мучительных размышлений. Клара была права. Сейчас не время для самокопания. Сейчас время выживать. Подкладка. У моего чемодана двойное дно. Отец сделал его для перевозки медицинских инструментов. Можно распороть подкладку, вложить самые важные листы и зашить. Хорошая мысль. Но этого мало. Они знают, что мы едем. Они ждут нас. Что мы им скажем? Что заблудились и случайно сели на поезд до Шотландии? Кивнула Клара. Нет, мы скажем им правду. Ту правду, которую они хотят услышать. Лиззи подняла голову. Взгляд ее был на удивление ясным и холодным. Аннабель и Клара уставились на нее. Мы скажем, что испугались пожара и слухов в пансионе, что мы решили сбежать к единственному человеку, которого я знаю в Шотландии, к старому другу моей матери, чей адрес был у меня в вещах. Мы приедем в Глен-Элби, как заблудшие напуганные овечки, ищущие убежище. Мы будем играть их игру. Чеканя каждое слово, продолжила Лиззи. Иногда единственный способ выжить — это стать зеркалом своего врага, отразить его ложь, пока не поверит сам. Они не поверят. А протоколы? Покачала головой Клара. Их мы украли в панике. Схватили со стола в медицинском крыле, думая, что это наши личные дела. Мы даже не знаем, что в них. Мы просто бежали. Парировала Лиззи. Это был дерзкий, почти безумный план. Идти прямо в ловушку, притворяясь ничего не подозревающими жертвами. Клара долго смотрела на Лиззи, а затем на ее лице появилась кривая, злая усмешка. Ты опаснее, чем я думала, Ватсон. Хорошо, я согласна. Это наш единственный шанс. Согласилась Клара. Есть еще кое-что. Это... Он как маяк. Проводник доложил о нем. Мисс Грин знала, что мы в поезде.
из-за него. От него нужно избавиться. Снова стала серьезна Клара, показывая на украшение на шее Лизи. Лизи инстинктивно прижала руку к груди. Этот предмет — последнее, что осталось от матери. Ее фотография внутри, ее тепло. «Нет», — прошептала она. «Лизи, это не просьба, это вопрос нашего выживания. Они отслеживают нас по нему». Голос Клары стал жестким, как сталь. Я спрячу его. Я не буду носить его на шее. Я зашью его вместе с бумагами. Они не найдут его. Но я его не выброшу. Никогда. Наконец нашла компромисс Лизи. Клара хотела возразить, но, увидев абсолютную непреклонность в лице Лизи, лишь тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Остаток ночи они провели за работой. Иглой из дорожного набора Клары, выдернув нитки из подола платья, они аккуратно распороли подкладку старого чемодана Лизи. Самые важные листы, протоколы на Элеонору и Аннабель, отчет с фамилией матери, адрес Глен Элби они вложили внутрь. Лизи сняла с шеи медальон. Студенный металл в последний раз коснулся ее кожи, и она, сжав его в кулаке, чтобы проститься, положила его рядом с документами. Затем они также аккуратно зашили подкладку. Остальные, менее важные свидетельства, они решили выбросить из окна поезда на ходу небольшими порциями, чтобы не привлекать внимания. Когда поезд пересек границу и въехал в Шотландию, пейзаж за окном изменился. Мягкие, ухоженные холмы Англии сменились дикими суровыми сопками, покрытыми вереском и окутанными низкими рваными облаками. Воздух за окном стал другим, ледяным, чистым и пахнущим свободой и опасностью одновременно. Девочки сидели в молчании. Они сделали все, что могли. Теперь они были не просто беглянками, они были солдатами, идущими вглубь вражеской территории. Без оружия, без поддержки, с одной лишь свернутой уликой, зашитой в подкладке старого чемодана и с отчаянным планом, который мог как спасти их, так и привести к неминуемой гибели. Поезд мчался в северную темноту, и в каждом ударе колес слышалось «дальше», «глубже», «ближе». Лизи не знала, к чему, но знала, пути назад больше нет. Глава 10. Замок на утесе. Последние мили пути поезд полз, словно уставший змей, сквозь пейзаж, который казался вырванным из древней суровой баллады. Шотландия встретила их неласково. Небо цвета мокрого гранита нависало над дикими безлесными сопками, покрытыми ковром из бурого вереска. Ветер, налетая с невидимого моря, бился в окна вагона с яростью изгнанника. Это была земля, не привыкшая к чужакам. На пустынной, продуваемой всеми ветрами станции их ждал экипаж. Неуютный, черный, запряженный парой костлявых вороных лошадей. Возница, человек с лицом, выдубленным ветрами до состояния старой кожи, не проронил ни слова, лишь кивком указал им садиться. Дорога вилась вдоль скалистого побережья. С одной стороны зияла свинцовая, беспокойная гладь Северного моря, с другой вздымались отвесные утесы. И на самом краю одного из них, словно вросший в скалу, стоял он, Глен Элби.
Это было не просто здание, а геологическое образование, продолжение самой скалы. Массивные, почерневшие от времени и соли стены, узкие, похожие на бойницы окна и остроконечные башни, пронзающие низкие рваные облака. Замок не казался зловещим. Он был безразличен, огромен, древен и абсолютно равнодушен к крошечным человеческим судьбам, которые перемалывали его каменные жернова. Увидев замок, Лизи невольно подумала, он стоит над морем, как приговор, и я шла к нему сама. Может, вся смелость — это просто привычка идти, даже когда не веришь, что выберешься. «Притворяйтесь напуганными», — прошептала Клара, когда экипаж остановился у боковых ворот. «Я и есть напугана», — ответила Аннабель. И ее страх был настолько искренним, что стал лучшей частью их маскировки. Лизи молчала. Она смотрела на замок, и ее обостренное восприятие работало на пределе. Она чувствовала его, не глазами, а кожей. Чувствовала холод, исходящий от монолита. Слышала, как ветер стонет в трубах, словно плененный дух. Она была не просто напугана. Она была на вражеской территории, и каждая клеточка ее тела это знала. Их встретила экономка, женщина, похожая на высохшую птицу в туго закрахмаленном чепце. Она повела их по гулким промерзшим коридорам. Стены были увешаны выцветшими гобеленами и потемневшими портретами суровых женщин в строгих платьях. Их нарисованные глаза, казалось, следили за 3 девочками с неодобрительным вниманием. Их чемодан, тот самый с двойным дном, где хранились их единственные козыри, слуга унес в неизвестном направлении. Лизи почувствовала укол острой паники, но заставила себя сохранить на лице выражение растерянности. Кабинет леди МакДугал был сердцем этого студеного организма. Огромный камин, в котором не горел огонь, книжные шкафы до самого потолка, заставленные фолиантами в кожаных переплетах, и за массивным дубовым столом она. Леди МакДугал была высокой, очень худой женщиной с резкими, словно высеченными из скалы чертами лица и пронзительным, властным взглядом ледяных серых глаз. Она не изучала их, она препарировала их взором. Мисс Ватсон и ее спутницы. Весьма неожиданно. В вашем послании, которое доставили сегодня утром, вы упоминаете, что ищете убежища. Произнесла леди МакДугал, ее голос был низким, ровным, без малейшего намека на теплоту. Лизи шагнула вперед, играя свою роль. «Да, мэм, простите за вторжение. В нашем пансионе в Лондоне случился пожар. Мы испугались. У меня был адрес. Его оставила моя покойная мать. Она говорила, что здесь живет ее старая подруга, которая поможет в случае беды. Мы не знали, куда еще бежать». Она говорила, а сама наблюдала. Затем, как дрогнули пальцы леди МакДугал на пресс-папье. Затем, как в ее ледяных глазах на долю секунды мелькнул хищный, оценивающий блеск. Она не поверила ни единому слову, но она подыграла. Ваша мать, Мэри, да, я помню ее, очень одаренная женщина. Какая трагедия! Разумеется, вы можете остаться здесь. Глен-Элби всегда был приютом для тех, кто ищет покой и уединение. Слушая ее ровный голос, Лизи отметила, он звучал спокойно, но от него хотелось отступить. Так, наверное, говорит судьба, без гнева,
просто потому, что может. Слова были медовыми, но под ними чувствовался яд. «Фиона!» — властно позвала она, и в кабинет тут же скользнула рыжеволосая девочка с веснушками. «Проводи наших новых воспитанниц в восточное крыло. Убедись, что у них есть все необходимое». Пока они шли за Фионой по другим, менее парадным коридорам, та непрерывно болтала быстрым нервным шепотом. Вам повезло, что вас поселили в восточном крыле. В западном творятся странные вещи, особенно по ночам. Говорят, оттуда слышны какие-то звуки из подвалов, крики. Лизи внезапно остановилась, коснувшись студеной стены. Под ее пальцами была странная неровность. Царапины. Глубокие, хаотичные борозды, словно кто-то в отчаянии пытался вырваться. «Что это?» — тихо спросила она. Фиона нервно огляделась. «Никто не знает. Они появились после последнего карантина, лет 5 назад. Тогда исчезли 3 девочки. Просто пропали. Говорят, они растворились в тумане», — пробормотала Фиона. Их спальня оказалась просторной, но неуютной комнатой с 2 кроватями и большим витражным окном, выходящим на бушующее море. Ветер завывал за стеклом, сотрясая древние стены. Ужин через полчаса, не опаздывайте. И будьте осторожны здесь. Поспешно бросила Фиона. Когда тяжелая дубовая дверь за Фионой наконец закрылась, в комнате повисло оглушительное безмолвие. Оно было гуще и тяжелее, чем в коридорах, нарушаемое лишь яростным завыванием ветра за витражным окном и далеким глухим рокотом прибоя, разбивающегося о скалы внизу. Девочки остались одни, в клетке. «Она знает, леди МакДугал. Она играет с нами, как кошка с мышами. Она знает, кто мы», — начала Клара, подходя к двери и прислушиваясь. «Я знаю, но и мы играем. Сейчас главное найти наши вещи и понять, где именно мы находимся», — ответила Лизи, стоя посреди комнаты. Их чемодан с зашитыми в подкладке документами и медальоном пока не принесли. Это была первая, самая очевидная форма давления. Их лишили единственного оружия. «Нужно осмотреться. В таких старых замках бывают слуховые трубки в стенах, чтобы слуги слышали хозяев. Или просто глазки для наблюдения за гостями. Но, скорее всего, они оставили просто следы. Что-то, что не на своем месте», — сказала Лизи, и в ее голосе появилась та ледяная аналитическая нотка, которая всегда проявлялась в моменты опасности. Они начали методичный, бесшумный осмотр. Лизи провела рукой под одной из кроватей. «Сюда!» — позвала она шепотом. Они втроем отодвинули тяжелую кровать. Под ней в тени была чуть сдвинутая половица. «Здесь тайник», — констатировала она. Попытка поддеть половицу ногтями не увенчалась успехом. «Нужна игла», — сказала Клара и, не раздумывая, вытащила из своей безупречной прически длинную шпильку. Они работали в полной бесшумности. Лизи, используя шпильку, осторожно поддела край доски. Половица с трудом поддалась, открывая маленькое углубление. Внутри лежал скомканный лист бумаги, исписанный торопливым, знакомым почерком. «Быстрее!» — прошипела Клара.
внезапно прислушавшись к коридору. Паника. Лиззи судорожно сложила бумагу и сунула ее в карман. Клара пыталась вдавить половицу на место, но та, словно назло, не поддавалась, упрямо топорщись. Шаги остановились прямо у их двери. «Напали!» — прошептала Лиззи. Они навалились на доску втроем, и та с глухим стуком встала на место как раз в тот момент, когда в замке повернулся ключ. Они едва успели отскочить и отодвинуть кровать на место, когда дверь распахнулась. На пороге стояла леди МакДугал. В руках она держала поднос с 2 чашками дымящегося чая. Шотландское средство от бессонницы на основе верескового меда и трав. На ее лице появилась отстраненная формальная улыбка. Она вошла в комнату, ее взор скользнул по девочкам, отмечая их раскрасневшиеся лица и сбитое дыхание, затем ее взгляд опустился на пол, задержавшись на долю секунды на том самом месте, где только что была сдвинута половица. Она не могла ничего видеть, но она знала. Ваша мать, Мэри, очень ценила этот рецепт. Говорила, он помогает ей сосредоточиться. Слова повисли в воздухе, полные невысказанной угрозы. Отдыхайте, девочки. Завтра вас ждет новый, насыщенный день, — сказала она, выходя. Когда дверь закрылась, Лиззи достала из кармана найденный лист. Ее руки все еще дрожали. Она развернула его и при тусклом свете лампы прочитала вслух. «Дорогая Эмма, я должна предупредить тебя о втором этапе. Проект «Эхо» выходит из-под контроля. То, что они делают, это ужасно. Мы не должны позволить им...» Текст обрывался. У Лиззи в голове пронеслась мучительная мысль. Все, что осталось от нее, несколько строк и чужой запах лаванды. Так это и есть правда? Что добро всегда пишет красными чернилами на чужом зле? Но теперь, после визита леди МакДугал, Лиззи смотрела не на текст. Она смотрела на чашки с чаем, от которых исходил тонкий, сладковатый травяной аромат. Тот самый запах, который она чувствовала в классе мисс Блэкторн. Это был не чай. Это было начало. Эксперимент уже начался. Глава 11. Новая жизнь, старые тени. Низкий протяжный звон колокола прорезал предрассветную мглу, гулким эхом отражаясь от каменных стен замка. Звук был не призывным, а властным, словно голос тюремщика, объявляющего начало нового дня заключения. Лиззи открыла глаза, чувствуя не бодрость, а свинцовую усталость. Она не спала. После визита леди МакДугал она лишь притворялась спящей, лежа без движения и вслушиваясь в завывание ветра, скрип половиц, в далекие тревожные крики ночных птиц. Чашку с успокоительным чаем она незаметно вылила в ночной горшок. В комнате было промозгло, камин давно погас. Фиона, их новая соседка, уже сидела перед потускневшим зеркалом, лихорадочно расчесывая свои огненно-рыжие волосы. Ее движения были порывистыми, а показная бодрость слишком нарочитая и нервная.
Доброе утро. Надеюсь, спалось хорошо. Хотя здесь всегда так холодно по утрам. Говорят, это из-за близости моря. Но я думаю, дело в самих стенах. Они хранят стужу. Произнесла она, поймав взгляд Лиззи в отражении. Лиззи села на жесткой кровати, кутаясь в шерстяную шаль. Она видела, что Фиона напуганна. Ее веселость — лишь способ защиты, тонкая скорлупа, под которой прячется страх. Тебе стоит поторопиться. Опоздания на завтрак здесь считаются серьезным нарушением. А еще... Продолжила Фиона, ее голос понизился до конспиративного приглушенного говора, и она бросила быстрый взгляд на дверь. Сегодня четверг, день медицинских осмотров. Лиззи нахмурилась, натягивая тяжелое, колючее, форменное платье. Что за осмотры? Каждый четверг леди МакДугал и школьная медсестра проводят обязательный осмотр. Это необычно, не похоже на обычного врача, и после него многие девочки чувствуют себя плохо, — объяснила Фиона. Подойдя к окну, Лиззи заметила на студеном каменном подоконнике, прямо под стеклом, выцарапанные символы, которые она разглядела прошлой ночью. Они были почти стерты, но узнаваемы. Те же руны, что и на стенах коридора. Держись подальше от западного крыла. Туда запрещено ходить, особенно по ночам. Пойдем, быстро, — сказала вполголоса Фиона, заметив ее взор. В огромной гулкой столовой царила гнетущая атмосфера. Высокие своды тонули в сумраке, а многочисленные портреты прежних директрис в строгих нарядах, казалось, следили за каждым движением учениц. Лиззи заметила, что многие девочки выглядят необычайно бледными, с темными кругами под глазами. Особенно это было заметно у старшеклассниц, сидящих за отдельными столами. Видишь ту группу у дальнего стола? Перед этими девочками стояли отдельные металлические подносы с безвкусной на вид кашей и маленькими флаконами с мутной жидкостью. Им не разрешают есть общую пищу, только специальные блюда и лекарства. После этих осмотров их переводят туда, — поведала Фиона. В этот момент в голове у Лиззи прозвучала горькая мысль. Они называют это заботой. Всегда. Те, кто делает больно, говорят, это нужно тебе. Наверное, в аду тоже все обставлено как лечебница. Внезапно одна из девочек за тем столом пошатнулась, схватилась за голову и беззвучно, словно марионетка, у которой перерезали ниточки, сползла со стула на пол. Лиза наблюдала за этим с ужасающим бесстрастием и подумала: она рухнула без звука, а я даже не крикнула. Значит, я уже тоже часть этого порядка? Прежде чем кто-либо успел ахнуть, рядом с ней, словно из-под земли, возникла медсестра в накрахмаленном переднике и медицинской маске. С пугающей эффективностью она подхватила девочку и быстро уволокла ее через неприметную дверь, скрытую за гобеленом. Никто из остальных особенных девочек даже не повернул головы. Они продолжали методично есть свою кашу. Их движения были медленными и механическими. На уроке истории, который вела костлявая мисс Макферсон, Лиззи почувствовала знакомый приторно-сладковатый травяной запах. Он исходил от курильниц, расставленных по углам класса. Тот самый, что был в чае. От него слегка кружилась голова. Мисс Макферсон рассказывала о средневековой охоте на ведьм в Шотландии.
В те времена считалось, что определенные способности, таланты, передаются по наследству, особенно в некоторых старинных семьях. Эти таланты считались опасными и требовали особого внимания и контроля, чтобы носитель не навредил себе и другим. Говорила она монотонным, безэмоциональным голосом, не отрывая своего пронзительного взора от Лизи. Это было не лекция, это было прямое послание. После обеда, договорившись заранее, они вчетвером, Лизи, Клара, Аннабель и Фиона, тайно пробрались в старую, полузаброшенную библиотеку. Я искала там, где ты нашла то письмо. Это медицинские записи столетней давности. Здесь описаны какие-то эксперименты над девочками с особыми способностями. Сообщила Фиона вполголоса, доставая из-под отошедшей половицы толстый журнал в выцветшем кожаном переплете. Лизи взяла журнал дрожащими руками. Страницы были хрупкими, исписанными мелким, выцветшим почерком. Но на полях красными чернилами виднелись более поздние пометки. Почерк ее матери. Это был уже третий документ с ее следами. Но здесь были не просто заметки. Здесь были вопросы и борьба. Риск перманентного когнитивного повреждения? Этические границы нарушены. Методика требует пересмотра. Воздействие непредсказуемо, писала ее мать. Увидев это, Лизи испытала прилив облегчения и одновременно жгучую боль, осознавая, она боролась. Но почему тогда осталась? Почему не ушла, как я? Или не смогла? А если и я не смогу? Внезапно Клара резко шикнула. За высокими книжными шкафами послышались шаги. Медленные, шаркающие и тихий говор. Девочки затаили дыхание, забившись в темную нишу. Через щель между фолиантами Лизи увидела процессию. Впереди шла леди МакДугал, за ней группа старшеклассниц. Их лица были неестественно бледными и отрешенными, глаза пустыми, движения механическими. А позади, замыкая шествие, шла надзирательница из пансиона мисс Грин в той же строгой форме, с тем же отстраненным выражением лица. Она тоже здесь? Лизи мгновенно поняла. Это не два разных места. Это одна и та же змея, сбросившая кожу. Это происходит каждое полнолуние. Они уводят их в подвал, в западное крыло. И потом не все возвращаются такими, как прежде. Проговорила Фиона, дрожа от ужаса. Той ночью Лизи не могла уснуть. Где-то в глубине замка послышалось загадочное монотонное пение, низкое, гортанное, похожее на какой-то древний ритуал. Отзвук шел откуда-то снизу, казалось, прямо из-под пола их комнаты. Она достала ключ матери. В тусклом лунном свете она заметила едва различимый контур в старых половицах прямо под своей кроватью,
царапины на подоконнике, карта на ключе и теперь этот люк. Все складывалось в зловещую мозаику. Осторожно, стараясь не издать ни шороха, она вставила ключ в незаметную скважину. Он подошел идеально. Потайная дверца в полу без скрипа открылась, обнажив темный узкий проход, уходящий вниз, вглубь скалы. Оттуда, из глубины, доносились приглушенные голоса. Она должна была идти. Это был не выбор. Это был долг. Перед матерью, перед Элеонорой, перед Аннабель, перед самой собой. Перед тем, как двинуться, Лиззи мысленно обратилась к матери. «Мама, если я ошибусь, прости. Я иду не из смелости. Я иду, потому что не могу не идти». Собрав всю свою храбрость, она взяла свечу. Коснувшись на мгновение медальона, который теперь прятала в кармане, словно прощаясь или прося благословения, она оставила испуганных подруг наверху и шагнула в промозглую, пахнущую землей и тайной тьму прохода. Глава 12. Подземелье. Шагнув за порог люка, Лиззи погрузилась в промозглую, пахнущую землей и веками тьму. Воздух был спертым, неподвижным, словно в гробнице. Пламя ее свечи затрепетало, едва не погаснув, и отбросило на влажные каменные поверхности дрожащие, искаженные тени. Узкий проход вел круто вниз, и каждый ее шаг гулко отдавался в царившем безмолвии. Заунывный напев, который она слышала из спальни, здесь стал громче. Теперь она поняла, что это не человеческие голоса. Ритм был слишком ровным, механическим. Он исходил от граммофона, снова и снова проигрывающего одну и ту же гипнотическую мелодию, смешанную с тихим, вкрадчивым речитативом, повторяющим какие-то фразы на гельском. Это была не молитва. Это была обработка сознания. Стены туннеля были испещрены теми же древними рунами, что она видела наверху. Она остановилась, чтобы зарисовать несколько самых сложных символов в свой блокнот. Что-то в их геометрии, в их неправильной, но целенаправленной форме вызывало смутную тревогу, словно она смотрела на формулу неведомой, опасной науки. Проход вывел ее в просторный, но низкий грот, грубо высеченный в скальной породе. Это была не оккультная зала для ритуалов, это был научный комплекс и операционная. Увидев его, Лиззи осознала с ясностью: вот он, настоящий ад. Без костров, без чертей. Только холодный свет, белые халаты и аккуратные записи на полях. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы, заставленные колбами с мутными жидкостями, рядами блестящих хирургических инструментов и баночками с аккуратными латинскими надписями. В центре стояло массивное кресло, похожее на зубоврачебное, с широкими кожаными ремнями у подлокотников и изножья. Рядом с ним столик на колесиках, на котором лежали шприцы и ампулы. А у дальней грани на деревянной тумбе стоял граммофон с огромным медным раструбом, из которого и лился этот бесконечный, усыпляющий мотив. Но самое жуткое было не это. Одна из поверхностей была не каменной, она была зеркальной. Огромное, темное, почти непроницаемое полотно от пола до потолка. Лиззи подошла ближе и прижалась к нему лицом. За ним была другая камера, тускло освещенная. И то, что она там увидела,
заставило ее кровь застыть в жилах. В смежной комнате на простых деревянных стульях сидели 5 воспитанниц, старшеклассницы, те самые, с особого стола в столовой. Они сидели неподвижно, их руки безвольно лежали на коленях, а глаза были открыты, но пусты. Они смотрели прямо перед собой, не мигая. Дверь в ту зону открылась, и вошла мисс Грин. Она была в белом халате. Спокойно, с деловитым видом, она подошла к одной из пациенток. «Испытуемая номер 9. Как вы себя чувствуете?» произнесла руководительница ровным, лишенным эмоций тоном. Воспитанница не ответила. Она даже не моргнула. Мисс Грин взяла шприц, который уже был приготовлен на столике, и сделала ей укол в плечо. Та никак не отреагировала. «Теперь сосредоточьтесь на моем тембре. Вы чувствуете покой. Ваши тревоги уходят. Вы чистый лист. Вы готовы слушать и подчиняться». Продолжила мисс Грин, достав из кармана часы на цепочке. Ее речь стала тихой и вкрадчивой, но настойчивой, сливаясь с монотонной музыкой из граммофона. Вы не чувствуете боли. Боль — это лишь иллюзия, утверждала она. Чтобы доказать свои слова, она взяла с инструментального столика длинную иглу и без малейшего колебания медленно проколола палец девушки. Та не вздрогнула. На кончике ее пальца выступила капля крови, но ее лицо осталось абсолютно бесстрастным. Лиззи зажала рот горь, чтобы не закричать. Это было чудовищно. Они не просто лечили, они стирали личность. На фоне слов мисс Грин в сознании Лиззи прозвучал отчаянный внутренний вопрос. Если боль — иллюзия, то, может, и совесть — просто сбой в механизме. Но тогда почему мне так стыдно за всех нас? Превращали живых, чувствующих людей в послушных, безвольных кукол, в роботов из плоти и крови. Потрясение было не в мистике, а в этой хладнокровной, методичной, научной жестокости. Мисс Грин закончила сеанс и, сделав пометку в тетради, лежавшей на столе, вывела девочек через другую дверь. Сектор за стеклом опустел. Лиззи, дрожа всем телом, поняла, что в подземелье есть еще одна неприметная дверь, ведущая в ту самую комнату для наблюдений. Она должна была рискнуть. Она скользнула внутрь, там пахло эфиром и отчаянием. На столе лежал тот самый бортовой журнал, журнал проекта «Эхо». Лиззи лихорадочно начала его листать. Протоколы, дозировки, отчеты. Субъект номер 7, Элеонора В. Демонстрирует стабильную апатию. Воля подавлена на 90%. Повышенная нейронная пластичность, вызванная сывороткой, приводит к стиранию базовых личностных конструкций, делая сознание субъекта полностью восприимчивым к дальнейшему программированию. Эксперимент признан успешным. И снова на полях заметки ее матери, сделанные все тем же красным цветом. Это не лечение. Это разрушение личности. Требую немедленно прекратить испытание Эхо-8. В коридоре послышались шаги и голоса. Леди МакДугал и мисс Грин. Лиззи едва успела нырнуть в узкий стенной шкаф для хранения реактивов, затаив дыхание. Прогресс с номером 12 обнадеживает. Она почти готова. Ее сопротивление практически сломлено.
говорила леди Макдубал. Да, но генетическая предрасположенность Ватсон делает ее идеальным кандидатом. Ее мать обладала невероятным потенциалом, пока она не испортила его сентиментальностью. С дочерью мы не допустим такой ошибки, — ответила коллега. Они говорили о ней, о Лизе, как о следующем подопытном кролике. Она почувствовала ледяной страх, но сквозь него пробилась решимость. Они видят во мне формулу, не душу. Но если душа то, что не поддается измерению, я обязана доказать, что она есть. Женщины прошли мимо шкафа. Их шаги удалялись. Когда все стихло, Лиззи выскользнула из своего укрытия. Она схватила записи, главное неопровержимое доказательство их преступлений, и бросилась обратно, к потайному ходу. Она карабкалась наверх, задыхаясь, ничего не видя перед собой. Ее волновала не только опасность погони. В ее голове билась одна мысль. Она была не просто свидетельницей. Она была следующей в списке. Вернувшись в свою спальню, она рухнула на пол, прижимая к груди тяжелый том. За окном занимался рассвет, но для Лиззи наступила самая темная ночь. Ночь осознания, что она больше не может просто наблюдать. Теперь это была ее личная война. Глава 13. Ноша знания. Когда Лиззи, трепещущая и покрытая пылью, выбралась из потайного люка и бесшумно закрыла его, комната была погружена в густую предрассветную тьму. 3 фигуры, затаившиеся на кроватях, одновременно шевельнулись. Клара, Аннабель и Фиона не спали. Они ждали. «Ты вернулась», — выдохнула Фиона. И это был не вопрос, а выдох облегчения, сорвавшийся с ее губ. Лиззи молча кивнула, прислонившись к стене, чтобы унять сотрясение в ногах. Она крепко прижимала к груди тяжелый кожаный фолиант, словно он был единственной твердой вещью в этом плывущем кошмарном мире. «Что ты видела?» — спросила Клара. Ее голос был резким, нетерпеливым, лишенным всякой сентиментальности, но полным напряжения. Они сгрудились в центре комнаты, сев прямо на студеный пол, образовав тесный заговорщический круг. В тусклом свете, пробивающемся сквозь витражное окно, лица подруг казались бледными и осунувшимися. И Лиззи начала говорить. Она рассказывала все. О промозглом, сыром проходе, о механическом гипнотическом пении из граммофона, о лаборатории, похожей на кабинет для хладнокровной вивисекции. Ее голос был ровным, почти безжизненным, словно она читала чужой страшный отчет. Но когда она дошла до того, что увидела за зеркальной стеной, ее голос дрогнул. Они были как куклы, просто сидели, глядя в пустоту. Мисс Грин. Она сделала одну из них укол, а потом она проколола ей палец иглой, просто чтобы показать, что та ничего не чувствует, ни капли боли. На лице девушки не дрогнул ни один мускул. Они не просто подавляют волю, они отключают их, превращают в живые механизмы. Прошептала она. Эннабель тихо всхлипнула, зажав рот рукой. Лицо Клары превратилось в студенную маску, но в ее глазах пылал ледяной огонь. А потом
Я слышала, как они говорили. Леди МакДугал и мисс Грин. Они обсуждали меня. Говорили о моей генетической предрасположенности. О том, что я идеальный кандидат. Она положила на пол тяжелый том. Это я забрала со стола в той комнате. Клара, как самая сведущая в науках, открыла его. При свете свечи, которую они зажгли, они начали вчитываться в аккуратные, бесчеловечные методичные записи. Формулы, графики, отчеты. Протокол Эхо-8. Цель – полное устранение волевого импульса и эмоционального отклика. Побочные эффекты – возможно, полная потеря памяти, кататонические состояния. Боже мой! Зачитала Клара вслух. Здесь есть записи о генетике, о какой-то особой родовой линии, носители которой особенно восприимчивы к сыворотке. Вдруг сказала Фиона, указывая трепещущим пальцем на одну из страниц. В этот момент Лиззи увидела это. На полях рядом с абзацем о генетических маркерах красными чернилами был выведен комментарий ее матери. Это не просто маркеры, это наследие, история. Использовать это таким образом чудовищно. Их талант превращают в проклятие. Дар. О каком таланте она говорила? Сомнения, которые терзали Лиззи, вспыхнули с новой невыносимой силой. Словно шепот совести, в голове у нее прозвучал рваный монолог. Может, в каждой любви к родителю живет обман? Ведь мы любим не человека, а надежду, что он был добрее, чем мир вокруг. Моя родительница, она знала, она была здесь, она изучала это. Но что она делала на самом деле? Она пыталась их остановить. Или она была частью этого? Произнесла она глухо, обращаясь скорее к себе, чем к подругам. Эта мысль была почти невыносимой. Она жгла изнутри, заставляя сомневаться во всем, что Лиззи знала о своей матери, о ее поступках, о ее смерти. Лиззи, посмотри на ее записи. Она спорит с ними как ученый. Она пишет о нарушении этических границ. Она требует прекратить испытания. Она не была их соучастницей. Она была их противником. И, возможно, именно поэтому она и... Твердо сказала Клара, словно прочитав ее мысли. Клара не договорила, но все поняли. Именно поэтому ее скоротечная скарлатина выглядела теперь как хорошо замаскированное убийство. В этот миг у Лиззи вспыхнуло острое осознание своего долга. Если она боролась, почему я должна бояться? А если она не боролась, значит, я должна вместо нее. Может, в этом и есть ее завещание. Ну что нам теперь делать? Мы не можем отсюда выбраться. Они знают о тебе. Они придут за тобой. — спросила Аннабель. Ее голос дрожал. Нам нужно понять, что это за наследие, что за кровная линия. Почему именно некоторые девочки, а не все? Ответы не в этой лаборатории. Они должны быть в истории, в архивах, в главной библиотеке замка. Там должны быть книги об истории этого места, о кланах, которые здесь жили, о рунах, которые ты видела. — сказала Клара. Ее ум работал быстро, цепляясь за единственную зацепку. Но как мы туда попадем? Библиотека всегда под присмотром? — спросила Фиона. Днем, когда все на занятиях, когда нас меньше всего ждут там, где нам не положено быть. Мы должны вести себя как обычно.
как послушные, напуганные воспитанницы. Мы будем играть их игру, пока не найдем их слабое место. Ответила Лиззи, и ее взгляд был устремлен в окно, где небо уже начинало светлеть. Сквозь страх и усталость Лиззи почувствовал твердое самопризнание. Я не храбрая, я просто не могу больше быть той, кто молчит. Иногда молчание больнее пытки. В этот момент раздался звон утреннего колокола, резкий, требовательный. Конец их тайного совещания. Начало нового, полного опасностей дня. Они должны были встать, одеться в свою униформу, спуститься в столовую и сделать вид, что ничего не произошло. Лиззи подошла к зеркалу. Она посмотрела на свое отражение, бледное лицо, огромные глаза, в которых застыл ужас пережитой ночи. Генетическая предрасположенность. Она не знала, что это значит, но теперь она знала одно: загадка смерти ее матери и тайна ее собственного будущего были связаны неразрывно. И чтобы спасти себя, ей придется разгадать секрет, за который, возможно, ее мать заплатила своей жизнью. Глава 14. Исповедь в библиотеке. Часы на главной башне замка пробили полночь. Их медленный гулкий удар разнесся по спящему Глен-Элби, и каждый толчок, казалось, падал в самую душу, отсчитывая мгновение до рискованной вылазки. В спальне не горел свет. 4 тени молча одевались в полумраке. План был прост и безумен — снова проникнуть в главную библиотеку. Но на этот раз они шли не на разведку. Они шли за ответами. Путь по ночным коридорам замка был похож на путешествие по венам спящего чудовища. Лунный свет, пробиваясь сквозь высокие стрельчатые окна, рисовал на каменном полу призрачные, вытянутые прямоугольники, которые приходилось пересекать быстрыми, неслышными перебежками. Каждый скрип половицы, каждый порыв ветра, завывающий в трубах, заставлял их замирать, превращаясь в камень. Клара шла впереди. Ее движения были точными и уверенными. Фиона замыкала шествие, то и дело нервно оглядываясь. Лиззи вела за руку испуганную Аннабель, чей ужас был почти осязаем. Дверь в библиотеку, к счастью, была не заперта, а лишь прикрыта. Внутри царил приглушенный свет и запах веков. Густой, тяжелый аромат пыли, ветхой бумаги и потрескавшейся кожи. Книжные шкафы уходили ввысь, теряясь во тьме под сводчатым потолком, словно каменные исполины, хранящие молчание. Архивы должны быть в задней части, там, где хранятся самые древние книги по истории кланов и летописи пансиона. Если существует какая-то особая кровная линия, о ней должны быть записи. Прошептала Клара. И ее голос звучал приглушенно, почти благоговейно в этом хранилище знаний. Они двинулись между рядами шкафов, стараясь ступать как можно тише по поддающимся деревянным полам, которые предательски стонали под их весом. Каждый шелест казался оглушительным в этом ночном покое. Тени танцевали вокруг них, принимая причудливые, пугающие формы.
Лиззи чувствовала, как напряжение натягивается, как струна, с каждым шагом, как сердце колотится в груди, отбиваясь бешеной дробью. Студеное предчувствие того, что они здесь не одни, было почти физически ощутимым. По мере их продвижения вглубь, Аннабель становилась все более беспокойной. Она начала отставать, ее дыхание стало прерывистым. Когда они подошли к секции со старыми школьными журналами и альманахами, она вдруг замерла и тихо всхлипнула. «Аннабель!» Шепотом позвала Лиззи, подходя ближе. Аннабель резко подняла голову. В лунном свете ее зрачки, красные и опухшие от слез, казались огромными и полными невыносимого ужаса. Я не могу больше скрывать Лиззи. Я знаю, что случилось с Роуз. Прошептала она, и ее голос сорвался на новый всхлип, как рвущаяся струна. Сердце Лиззи ёкнуло, словно оборвалось что-то внутри. Роуз! Нам сказали, она заболела. Растерянно произнесла Лиззи. Аннабель отчаянно замотала головой. Слезы текли по ее щекам, оставляя влажные дорожки на пыльном лице. Нет, ее забрали. В тот самый день медицинских осмотров. Я видела. Она была моей лучшей подругой. И она трепетала. Она говорила, что с девочками делают что-то странное. Дают им лекарства, после которых они становятся другими. Она начала вести дневник и спрятала его здесь, в этой библиотеке. Плакала Аннабель. Она сказала мне, где он, на случай, если ее заберут. А потом они вызвали меня, мисс Грин. Она сказала, что знает о нашей дружбе. И если я хоть кому-то скажу хоть слово о Роуз или о ее записках, со мной случится то же самое или хуже. Я так боялась, Лиззи. Страх сковал меня. Я хранила молчание. Продолжила она. Ее голос понизился почти до неразличимого шепота, полного невыносимого ужаса. Ее признание было исповедью, выстраданной и горькой. Глядя на нее, Лиззи не могла не подумать с глубоким сочувствием. Я не имела права ее судить. Ведь, может быть, страх — это тоже форма любви. Любви к жизни, к дыханию, к последней капле надежды. Она поняла, безмолвие было не предательством, а симптомом болезни, которой был заражен весь этот замок. Болезни страха. «Где он?» — тихо спросила Лиззи. Аннабель, всхлипывая, привела их к дальнему стеллажу, к секции старых альманахов. Она отодвинула толстый том по ботанике и просунула руку в образовавшуюся пустоту. Она извлекла оттуда маленький, потрепанный дневник в кожаном переплете. Они сели на пол в кружок, освещая страницы тусклым светом фонарика, который принесла Клара. Лиззи открыла записи. Аккуратный детский почерк поначалу рассказывал об уроках, о подругах, а потом тон стал меняться. Появились записи о странном чае, о головных болях, о том, как одна из девочек, Мэри, стала другой, и что в темноте ее глаза светятся, как звезды. Последняя запись была написана неровными, спешащими буквами. «Сегодня мой день. Я боюсь, очень боюсь. Медсестра сказала, что это ради моего блага. Но почему тогда так страшно? Может быть, после этого я стану избранной, как они говорят, или как Мэри. Я видела ее глаза. Они
светятся, как звезды. Я тоже хочу светиться. Я не знаю, я просто хочу домой. Лизи закрыла дневник. Воздух, казалось, стал студеным. Роуз не просто забрали, она пошла сама, обманутой ложной надеждой стать особенной. Это было еще чудовищнее. Внутри Лизи зазвучал гневный призыв. Если Бог молчит, когда мучают детей, может, это не Бог, а мы должны быть Его голосом. А если я промолчу, значит, я тоже часть Его молчания. В этот момент в пыльной тишине библиотеки, глядя на рыдающую Аннабель и читая предсмертные слова Роуз, Лизи почувствовала, как что-то внутри нее окончательно и бесповоротно меняется. Боязнь никуда не делась. Она была здесь, в промозглом холоде ее пальцев, в бешеном стуке сердца. Но теперь он был не главным. Главным стало другое. Холодная, звенящая ярость и чувство долга. Перед Роуз, перед Элеонорой, перед всеми безымянными девочками из этого журнала, перед своей матерью, которая тоже пыталась бороться. Она поняла, что безмолвие, продиктованное опасением, это не способ выжить. Это форма соучастия. Медленное, ядовитое самоубийство души. В этот решающий миг Лизи сделала выбор, отдающий фатализмом. Я не знаю, спасу ли кого-нибудь, но если умолкну, перестану быть собой, и тогда лучше умереть, чем стать тенью с выжженной душой. Она должна была играть двойную игру. Снаружи быть послушной мисс Уотсон, одной из перепуганных воспитанниц, но внутри стать следователем, шпионом, мстителем. Она больше не искала правду только ради матери. Она искала ее ради всех. В пыльной лунной тишине библиотеки, окруженная книгами, хранящими тысячи чужих историй, Лизи Уотсон дала безмолвную клятву. Она прекратит молчать, чего бы ей это ни стоило. Глава 15. Двойная игра. Утро было обманчиво спокойным. Сквозь витражное окно пробивались косые лучи бледного шотландского солнца, рисуя на каменном полу цветные узоры. После ужасающей ночной вылазки в библиотеку мир казался ненастоящим, слишком безмятежным. Но эта безмятежность была обманкой, затишьем перед бурей. И девочки чувствовали это каждой клеточкой. На завтраке они впервые начали свою двойную игру. Это было сложнее, чем они могли себе представить. Каждое движение, каждое слово требовало невероятного самоконтроля. Аннабель, чьи глаза покраснели от слез, была тихой и сметенной. Ее роль была самой легкой, ведь ей не нужно было притворяться. Клара надела свою привычную маску ледяного аристократического безразличия. Лишь слегка подрагивающие пальцы, сжимавшие вилку, выдавали ее внутреннее напряжение. Самая сложная роль досталась Лизи. Она должна была быть не просто испуганной, а сломленной, потерянной девочкой, ищущей защиты. Она сидела, опустив плечи, ковыряла ложкой в овсянке и старалась ни с кем не встречаться взглядом. Она чувствовала на себе тяжелый, изучающий взор леди МакДугал с преподавательского стола и понимала, за ними наблюдают. Каждый их шаг, каждый вздох теперь под микроскопом. После завтрака Лизи на несколько минут задержалась в спальне. Формально, чтобы переодеться.
На самом деле, чтобы остаться одной. В груди все еще стояло ощущение тугого узла, оставшегося после взглядов леди МакДугал, после этого вымученного спектакля покорности. Она достала из ящика стола лист бумаги. Перо дрогнуло в пальцах. «Дорогой папа», — начала Лиззи. Дальше слова не шли. Лиззи смотрела на начатую строку и чувствовала, как внутри поднимается паника. Написать прямо означало подписать приговор. Любая жалоба, любое неосторожное слово станет доказательством ее нестабильности. Она уже знала, как здесь поступают с теми, кто задает вопросы. Она попыталась еще раз. Еще. Лист за листом в корзину. Смятые, неровные, испорченные чернилами и страхом. В какой-то момент Лиззи замерла, сжимая очередной клочок бумаги, и поняла. Обычного письма не существует. Его просто нельзя написать. Не здесь, не сейчас. Это осознание было холодным и ясным, почти облегчением. Она аккуратно сложила чистый лист, убрала его обратно в ящик и закрыла стол. Решение еще не оформилось, но направление уже было задано. Если прямые слова — ловушка, значит, нужно говорить иначе. Так, чтобы услышал только тот, кто умеет слушать. Когда она вышла во двор на прогулку, выражение ее лица снова стало пустым и покорным. Но внутри, под этой маской, мысль уже начала искать обходной путь. Днем, во время прогулки в закрытом внутреннем дворе, они смогли поговорить. Почту перехватывают. Все письма, входящие и исходящие, сначала попадают на стол к леди МакДугал. Она решает, что отправлять, а что нет. Сообщила Фиона шепотом, бросая камешки в заросший тиной пруд. Это был тупик. Их единственный канал связи с внешним миром был в руках врага. Лиззи вдруг подумала с неожиданной ясностью. Отчаяние — это не когда выхода нет, а когда перестаешь его искать. А она еще не была сломана. Не сейчас. А поставки, продукты? Спросила Клара. Раз в 3 дня приезжает повозка из деревни. Парень по имени Йоэн. Он привозит муку, овощи, забирает мусор. Ему не разрешает общаться с воспитанницами. Никогда. — ответила Фиона. Это был крошечный, почти нереальный шанс. Но он был. Вечером, когда все были на вечерней молитве, Лиззи осталась в спальне, сославшись на главную боль. Это было время. Она достала лист бумаги и перо. Написать отцу? «Папа, паси, мы в ловушке, здесь проводят бесчеловечные эксперименты», — размышляла Лиззи. Эта записка никогда не покинет стен замка. Она станет их смертным приговором. Прежде чем сесть, Лиззи почувствовала странный укол, будто делала что-то неправильное. Лгать отцу, но иначе было нельзя. Иногда правда выглядела как предательство, а ложь — как единственный шанс выжить. Нет, ей нужно было написать так, чтобы леди МакДугал, прочитав текст, увидела лишь лепет сметенной, тоскующей по дому девочки, но чтобы ее отец, ее умный, наблюдательный отец, прочитал между строк отчаянный крик о помощи. Ее взгляд упал на потрепанный томик рассказов Эдгара Поа, который она взяла с собой. Они с отцом часто читали его вместе. Он ценил не столько ужасы, сколько логику, математическую точность, с которой По выстраивал свои детективные сюжеты. Особенно один рассказ «Золотой жук». Рассказ о шифре, о разгадке тайны, ведущей к сокровищам. Ее пальцы нервно дрожали, когда она обмакнула перо в чернильницу. «Мой дорогой папа»,
— начала она, стараясь, чтобы почерк выглядел по-детски неуверенным. «Прости, что пишу так скоро. Мне здесь очень одиноко и немного страшно. Леди МакДугал очень строгая, но, наверное, справедливая. Девочки здесь почти не разговаривают, они все такие тихие и бледные. Особенно моя подруга Аннабель. Она совсем расклеилась после того пожара в Лондоне. У нее какая-то странная меланхолия, она почти все время спит, стала очень забывчивой и почти не ест. Мне кажется, у нее начинается та же нервная лихорадка, о которой ты читал в медицинском журнале прошлым летом». Лиззи сделала паузу. Она боялась не того, что письмо перехватят. Она боялась, что отец не увидит скрытого смысла, что ее голос утонет в собственной трусости. Это было хуже любой кары. «Папа, я знаю, что это глупо, но я так скучаю по нашим вечерам. Помнишь, как мы читали у камина? Особенно мне запомнился тот рассказ про пирата и пергамент. Может быть, ты пришлешь мне его? Ту самую книгу в зеленом переплете. Мне кажется, если бы я смогла снова найти то сокровище, о котором там говорилось, мне стало бы легче. Пожалуйста, папа, пришли мне золотого жука. Мне так нужно разгадать эту загадку». Она подписалась «Твоя любящая дочь Лиззи», намеренно оставив на бумаге крошечную кляксу, словно от слезы. Она перечитала. Для постороннего сентиментальная просьба перепуганной девочки. Для ее отца прямое сообщение. «Здесь шифр. Сокровище — это правда. Помоги мне его найти». Теперь оставалось самое сложное — передать шифровку. На следующий день, во время хозяйственных работ в саду, они увидели его. Юэн, рыжеволосый парень лет 16, разгружал мешки с мукой у кухонного входа. Клара взяла на себя роль отвлекающего маневра. Она случайно уронила корзину с бельем недалеко от кухни, и пока суровая наставница отчитывала ее, Лиззи и Фиона незаметно проскользнули к задней стене, где Юэн складывал пустые ящики. «Пожалуйста, это письмо отцу в Лондоне. Оно очень, очень важное», — прошептала Лиззи, протягивая ему сложенную записку и несколько монет, которые Клара умудрилась сохранить. Парень испуганно посмотрел на них, потом на окна замка. «Мне нельзя, мисс. Увидят, выпарют и меня, и вас». «Прошу тебя, мой отец врач. Мама, моя подруга очень больна. В этом письме я прошу его прислать лекарство. Если оно не дойдет, она может...» Взмолилась Лиззи, глядя ему прямо в глаза. Она не договорила, но в ее голосе было столько отчаяния, что парень заколебался. Он посмотрел на бледное лицо Аннабель, которая стояла чуть поодаль, и его собственное лицо дрогнуло. «Ладно, но если меня поймают, я скажу, что нашел его на дороге. Я вас не видел», — буркнул он, быстро пряча сверток и монеты в карман. Он быстро закончил работу и уехал. Когда он уехал, Лиззи поймала себя на мысли. Теперь все зависит не от нее. И это странным образом пугало сильнее, чем если бы она действовала одна. Вечером, сидя в своей комнате, девочки молчали. Они сделали свой ход. Бросили в море бутылку с отчаянной мольбой о помощи. Доплывет ли она? Поймет ли отец шифр? Поверит ли он? Или он все еще доверяет своему старому другу, профессору Блэквуду, и сочтет слова Лиззи детской истерикой? Ответов не было. Было лишь глубокое безмолвие древней твердыни и мучительное ожидание. Они продолжали разыгрывать свой многослойный спектакль, но теперь в нем появился новый, призрачный луч надежды или иллюзии. Она впервые поняла. Надежда и обман иногда ходят рядом, и шаг в сторону может стоить жизни.
но все равно она сделала этот шаг. Глава 16. Письмо из Шотландии. Прошла неделя. 7 дней, которые для доктора Джона Уотсона растянулись в мучительную, безрадостную вечность. Он пытался вернуться к своей рутине. Утренний кофе, просмотр медицинской прессы, прием немногочисленных пациентов. Но это была лишь имитация порядка в мире, где главный элемент, его дочь, был вырван из привычной системы координат. Кабинет, обставленный с викторианской основательностью, теперь давил своей тишиной. Отполированный красного дерева письменный стол, вечно заваленный Lancet и British Medical Journal, казался огромным, а зеленая бархатная скатерть на нем слишком яркой. В углу под газовым светильником стоял высокий книжный шкаф, где корешки старинных медицинских трактатов соседствовали с томами стихов и приключенческих романов, которые они считали слизи. Он ловил себя на том, что иногда боялся смотреть на ее пустой стул, обитый иглой с выцветшим цветочным узором. Глупо, конечно, но пустые вещи напоминали больше, чем любые письма. По ночам он снова и снова перечитывал те анонимные угрозы, силясь разглядеть в уродливых печатных буквах то, что он упустил. Вина была его постоянным спутником, холодным и неотступным, как лондонская сырость. Он проклинал себя за то, что поддался панике, за то, что доверился, за то, что своими руками отправил девочку в это безопасное место. Ему казалось, что мир вокруг стал не таким, как был, или, может быть, он просто стал видеть то, чего раньше не замечал. Сегодняшнее утро не отличалось от предыдущих. Почтальон принес обычную кипу счетов и рекламных проспектов. Ватсон механически просматривал их, пока его взор не зацепился за конверт из тонкой серой бумаги с почтовым штемпелем маленького шотландского городка. Почерк был до боли знакомым. Лиззи. Он хотел радоваться, но что-то внутри уже заранее сжималось, как перед бедой. Чутье, которое не раз спасало его, когда он работал в самых сложных отдаленных госпиталях. Он вскрыл конверт. Доктор Ватсон развернул тонкий лист и мгновенно узнал знакомый почерк дочери. Он пробежал глазами по первым строкам, сентиментальные жалобы на строгую леди МакДугал и тоску по дому. Обычное невинное письмо. Почти. Он замер, дойдя до упоминания подруги. Лиззи писала о странной меланхолии Аннабель. Она почти все время спит, стала очень забывчивой и почти не ест. Мне кажется, у нее начинается та же нервная лихорадка, о которой ты читал в медицинском журнале прошлым летом. Нервная лихорадка? Ватсон мгновенно почувствовал неладное. В его памяти, как у опытного диагноста, не было такой нозологии, но описанные симптомы – апатия, летаргия, забывчивость – идеально соответствовали клинической картине воздействия сильно действующих седативных препаратов или алкалоидов. Что-то было не так. Все в письме было слишком аккуратным, словно написано между строк. Обеспокоенность, до этого бывшая лишь фоном, стала острой, как скальпель. Он продолжил читать. Его сердце забилось быстрее, и тут же наткнулся на следующее, не менее странное место. «Помнишь, как мы читали у камина? Особенно мне запомнился тот рассказ про пирата и пергамент. Может быть, ты пришлешь мне его, ту самую книгу в зеленом переплете? Пожалуйста, папа, пришли мне золотого жука. Мне так нужно разгадать эту тайну», — прочитал он. Золотой жук.
Эдгар Аллан По. Книга, которую они перечитывали десятки раз. Книга не про пиратов, а про шифр, про криптограмму, нацарапанную на пергаменте. Кусочки головоломки со щелчком встали на свои места. Нервная лихорадка с указывающими признаками отравления. Золотой жук. Разгадать тайну. Это был не рядовой текст. Это был вопль о помощи, гениально замаскированный отчаянный крик из самого сердца ловушки. Ватсон вскочил, опрокинув чашку с остывшим кофе. Мрачное пятно растеклось по белой скатерти, как проступившая кровь. Горечь и самообвинение сменились другим, гораздо более сильным и холодным чувством — яростью. Яростью на тех, кто посмел это сделать с его Елизаветой, и яростью на себя за свою чудовищную непростительную слепоту. Профессор Блэквуд, давний приятель, респектабельный ученый, это он посоветовал Глен Элби. Он заверил его в полной безопасности, он солгал. Ватсон больше не был раздавленным горем вдовцом и сметенным отцом. В одно мгновение он снова стал тем, кем был во времена критических ситуаций в его медицинской практике — опытным диагностом, человеком, привыкшим действовать быстро, точно и без эмоций, когда на кону стоит жизнь. Он вдруг поймал себя на мысли, что давно не чувствовал такой ясности, будто все сомнения растворились и осталась только одна дорога, по которой нужно идти. Он не мог просто поехать в Шотландию, это было бы именно то, чего от него ждут. Ему нужны были доказательства, ему нужно было понять, с чем он имеет дело, и начать он должен был с источника лжи. Он подошел к вешалке и снял свое самое строгое, самое неприметное пальто. Его движения были быстрые и уверенные. Из ящика стола он достал не револьвер, а свой старый верный стетоскоп. Он сунул его во внутренний карман. Затем он взял свой медицинский саквояж, символ его профессии, его алиби. Он проверил его содержимое: скальпели, зажимы, ампулы с морфином и адреналином. Все было на месте. «Миссис Хитсон», — позвал он, и его голос был тверд, как сталь. «Я ухожу. У меня срочная, незапланированная консультация у профессора Блэквуда. Возможно, я задержусь». Он вышел на улицу в сырую лондонскую морось. Но он не ощущал ни холода, ни боязни. Он испытывал лишь ледяное спокойствие хирурга перед сложной операцией. Он шел не спасать, он шел исправлять свой собственный грех доверия. Иногда именно из такого чувства начинались самые опасные дороги. Он шел не на встречу с приятелем, он шел на допрос к своему главному подозреваемому. Вы прослушали первую часть аудиопьесы «Свободная от Глен Элби» по первой книге серии романов Александра Захарова «Когда затихает эхо». Продолжение следует.